Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон. Премьер-министр Монголии Гамбажавын Занданшатар. Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунджун. Модератор пленарного заседания Мария Рыбакова. Добрый день. Добрый день, уважаемые гости почетные, Владимир Владимирович. Добрый день, участники форума, зрители и в зале, и те самые ранние пташки, которые на западной части нашей страны проснулись для того, чтобы посмотреть нашу пленарную сессию. Впереди, естественно, нас с вами ждут и выступления почетных гостей, но как-то в самом начале я бы хотела немножко так перетянуть одеяло на свою сторону, Владимир Владимирович, вы не против? Пару минуток. Украсть, немножко объясниться. Вот смотрите, какая история. Дело в том, что я хочу сразу признаться, я не экономист. То есть я ведущая новостей, я в прошлом юрист. Я москвичка. Я, в общем, одним словом, такой гуманитарий, но я также часто хожу в магазины. Тот человек, который смотрит на цены в этих магазинах, ну и, мягко говоря, иногда удивляется. Я действительно очень много в экономике не понимаю. И, вы знаете, бывает, для того, чтобы найти ответы, ты заходишь там на один замедленный сейчас в Россию и видеохостинг, и там тебе экономисты рассказывают, значит, о том, что все плохо, инфляция, бюджет трещит. Потом ты заходишь на другой видеохостинг, там тебе другие экономисты рассказывают о том, что все хорошо, все замечательно, впереди прорывы, мы всех победим и так далее. И у меня, наверное, как у любого такого россиянина обычного, возникает вопрос. Вот кому верить? Владимир Владимирович, кому верить из них? Из этих экономистов? Вы знаете, я уже отвечал на вопросы подобного рода. Верить никому нельзя. Нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует. Ну, ничего такого революционного я вам не скажу. Но если обращаться к мнению действительно специалистов, они разные, и вопросы, которые вы задаете, они на самом деле только внешне кажутся простыми. Вот вы сказали про цены. Цены, рост цен – это как бы инфляция. Но в то же Центральный банк борется с этой инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям, не больше там 4-5%. Но это связано с высокой ключевой ставкой. Это вызывает вопросы у тех, кто занимается реальным производством. И наверняка вот здесь многие сидящие в зале скажут, да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко увеличить, резко снижать. Но тогда цены будут расти. В общем, единственное, что я могу сказать, хочу заверить вас в том, что российские финансовые власти, правительство Российской Федерации и Центральный банк ведут себя профессионально. Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика. Мы ее проводили на протяжении многих лет, на протяжении там, как минимум 1,5 десятков лет, и это давало в конечном итоге положительный эффект, положительный результат, создавало условия для движения страны вперед. Уверен, что будет так и на этот раз. Спасибо большое. Я, может быть, так немножко сумбурно начала, но, наверное, самое главное, что я хотела сейчас озвучить, то, что мне вот как-то хочется сегодня поговорить об экономике, знаете, вот не в высоколобых таких формах экономических, да, не об институциональной экономике, а о такой вот экономике, которая, наверное, понятна и важна обычному жителю Владивостока, обычной семье, которая интересует вот меня и таких, как я.
Давайте я быстренько расскажу, как все будет сейчас происходить, по какому принципу строится. Формат, я думаю, здесь всем знакомый. Сначала у нас будет официальная часть, это выступление уважаемых гостей Владимира Владимировича, и дальше мы уже с вами перейдем к блоку вопросов-ответов. Очень хочется рассчитывать, что это будет дискуссия, но пока я не уверена, что получится, потому что с Владимиром Владимировичем спорить сложно, но я, по крайней мере, попробую. Я тогда передаю слово, конечно, президенту страны, хозяйке форума. Владимир Владимирович, просим вас. Уважаемый господин Сонсай Сипхандон, уважаемый господин Занданшатер, уважаемый господин Ли Хуанчжун, дамы и господа, хочу обратиться сейчас к российской части аудитории и попросил бы вас поприветствовать всех наших иностранных гостей. И со своей стороны хочу выразить слова благодарности нашим иностранным гостям, которые приехали к нам, проявляют интерес к работе с нами и посчитали возможным потратить на это свое драгоценное время. Россия, Владивосток вновь принимают участников и гостей Восточного экономического форума из более чем 70 стран мира. В этом году форум проводится уже в 10-й раз. Напомню, что сама идея его организации была реализована вместе с началом нового этапа развития Дальнего Востока. Той большой работы, которая призвана создать широкие возможности для граждан, молодежи, прежде всего для бизнеса, в полной мере раскрыть ресурсный, промышленный, логистический потенциал этого стратегически значимого региона России, повысить качество жизни дальневосточников. Сегодняшний юбилейный Восточный экономический форум – это не только повод подвести некоторые итоги совместных действий органов власти и предпринимателей, общественных объединений, но и обозначить дальнейшие шаги и наши долгосрочные планы на Дальнем Востоке по наращиванию его роли и в отечественной экономике, и в системе международных связей, прежде всего в динамично растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как вы знаете, развитие Дальнего Востока и Сибири было обозначено национальным приоритетом России на весь 21 век. Об этом было сказано в послании Федеральному собранию в конце 2013 года. Затем стала формироваться и обновляться нормативная база. Запущен целый ряд инструментов поддержки бизнеса, включая территорию опережающего развития, режимы свободного порта Владивосток и преференциальный режим на Курилах, специальный административный район на острове Русский. Развернуты масштабные планы по укреплению транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры. Приняты решения для поддержки жилищного строительства, ремонта и создания социальных объектов, школ, детских садов, поликлиник и больниц, спортивных комплексов. Эти усилия объединены в большую государственную программу развития Дальнего Востока. В ней обозначены амбициозные ориентиры опережающего экономического и технологического роста, повышения благополучия жителей дальневосточных субъектов Российской Федерации. И эти усилия дают ожидаемый результат. За прошедшие годы по многим ключевым показателям, в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы. Так, за 10 лет валовый региональный продукт Дальнего Востока увеличился более чем в 2,5 раза, с 4 триллионов рублей до 11 триллионов. За это время в основной капитал дальневосточных компаний и предприятий было вложено 20 триллионов рублей. Четверть из них в проекты с государственной поддержкой. В таких отраслях, как горно-рудная промышленность, нефтегазохимия, строительство и так далее.
Вот назову, пожалуй, и регионы-лидеры по инвестициям в основной капитал за 10 лет. Якутия – 4,5 триллиона рублей, Амурская область – 4 триллиона рублей, Сахалинская область – 2,6 триллиона рублей. На их долю приходится 55% всех инвестиций в Дальневосточный федеральный округ. Динамика инвестиций в дальневосточных регионах такова, что в прошлом году их объем вдвое превысил значение десятилетней давности в реальном выражении. Для сравнения, по России в целом он оказался в 1,5 раза выше. Тоже хороший результат, но все-таки на Дальнем Востоке лучше. В пересчете на одного жителя сегодня на Дальнем Востоке инвестируется в 2 раза больше средств, если сравнить с общероссийским показателем. Что это означает? Что формируется не просто современная промышленная база, а, по сути, новая индустриальная карта региона. Вот что это означает. На ней уже появились и появляются тысячи точек роста, в том числе предприятия мирового уровня, такие как Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке, Удаканская медь, Забайкалье, газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс в Амурской области, Находкинский завод минеральных удобрений, а также судостроительный завод «Звезда» в Приморье, гидрометаллургический комбинат в Хабаровском крае и другие объекты. Рост деловой, предпринимательской активности, расширение экономических возможностей Дальнего Востока – это основа для дальнейшего развития региона. И важно сохранить устойчивую динамику в его традиционных отраслях по тем направлениям, которые уже, что называется, пошли в рост. Развивать инфраструктурные логистические связи, обеспечивать надежное снабжение доступной и чистой энергией и, конечно, ресурсами. Отмечу, что сырьевая база Дальнего Востока, добыча полезных ископаемых в регионе расширяются. Так, добыча угля и золота в регионе за 10 лет выросли почти в 1,7 раза, в том числе благодаря заявительному принципу лицензирования недр, который позволил более активно привлечь частный капитал в геологоразведку, кратно увеличить количество открытий новых месторождений, включая такие крупные, как золото-медное месторождение Лугакан в Забайкалье и золото-серебряное месторождение Роман в Якутии. Отдельно затрону тему редких и редкоземельных металлов, которые применяются в высокотехнологичных отраслях, в приборостроении, в атомных технологиях и в радиоэлектронике и так далее. Зачастую эти ресурсы накапливаются и в отвалах при освоении месторождений, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке. Система учета таких запасов налажена. По мере развития технологий они могут быть извлечены и эффективно использованы. О запуске соответствующих программ говорил и в июне на Петербургском экономическом форуме. Вместе с тем необходимо проводить регулярную ревизию таких ценных компонентов по всей цепочке, в том числе на этапе переделов и экспорта в виде концентратов. Кроме того, нужно внедрять передовые технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов и их обработки. И, конечно, стимулировать спрос на них внутри России на новых производствах. Полгода назад, в феврале, мы говорили и договорились тогда утвердить долгосрочный план развития редкоземельной индустрии. Я прошу правительство Российской Федерации сделать это не позднее ноября текущего года. Далее. Буквально накануне пленарного заседания прошло совещание по энергетике Дальнего Востока. Наверняка многие из вас это заметили, обратили на это внимание. Очевидно, что с развитием экономики, социальной сферы потребность в электроэнергии в регионе будет только увеличиваться. И, соответственно, нужно так планировать ввод мощностей, чтобы они отвечали растущим запросам бизнеса, городов, поселений, граждан. Речь о развитии газовой, современной угольной и атомной генерации и, конечно, об использовании огромного потенциала гидроэнергетики. На реках Дальнего Востока уже действуют и должны строиться электростанции, которые вырабатывают экологически чистую энергию. Их создание требует современных инженерных, технологических решений, и наша ведущая компания «Русгидро» располагает таким опытом, такими заделами. Но очевидно, что для
развития гидроэнергетики требуются серьезные капиталовложения. Поручения на этот счет давались, рассчитывая, что правительство, коллеги в регионах продолжат уделять особое внимание развитию малых и крупных ГЭС. Причем, подчеркну, речь в данном случае идет не только об экономической составляющей. Неотъемлемой частью развития гидроэнергетики является ответственное водопользование, управление многолетними стоками, предотвращение паводков, что прямо влияет на экологию, сельское хозяйство и безопасность городов и поселков. И, конечно, реки Дальнего Востока – это природные транспортные артерии, которые соединяют территории, обеспечивают снабжение городов и поселков в рамках Северного завоза. В этой связи отдельный вопрос – это логистика. За последние годы нагрузка на транспортную систему Дальнего Востока заметно выросла. Укрепляются связи региона с зарубежными странами. Все это требует обновления автомобильных и железнодорожных магистралей, расширения морских терминалов, создания современных транспортных узлов с роботизированными складами и цифровой обработкой грузов. Мы продолжим модернизацию восточного полигона железных дорог БАМа и Транссиба. В 2032 году их провозные мощности должны стать в 1,5 раза выше, чем на начало текущего года. Предстоит и дальше расширять железнодорожные подходы к морским портам Дальнего Востока, которые динамично развиваются прежде всего за счет частных инвесторов. За последние 10 лет портовые мощности в регионе фактически удвоились. Сегодня они составляют почти 380 миллионов тонн грузов в год. Вот в соответствии с действующим федеральным проектом портовые мощности Дальнего Востока должны вырасти к 2030 году и еще на 115 миллионов тонн грузов в год. На Дальнем Востоке уже построены транспортные мосты в Китай, Нижнеленинская, Тунцзян и Благовещенск, Хэйхэ. В планах также строительство новых мостов, в том числе в Корейской Народно-Демократической Республику через реку Туманная, который должен быть открыт в следующем году. Нужно активно развивать транспортно-логистические центры в районе этих мостов, чтобы использовать их возможности, пропускные способности по максимуму. Кроме того, модернизируются пограничные переходы. Такая задача также поставлена, решение ее представляет значительный интерес, потому что одной транспортной артерии недостаточно, нужна соответствующая административная логистика. Добавлю, что в каждом регионе Дальнего Востока обновляются аэропорты. Они уже обслуживают более 14 миллионов пассажиров в год, в том числе туристов, которые все активнее посещают эти замечательные, красивейшие места. В этой связи отмечу инициативу корпорации ВЭП России. Подготовлены мастер-планы развития 12 новых всесезонных курортов в Приморье, на Сахалине и на Камчатке, что позволит в течение 10 лет практически удвоить количество туристов, которые приезжают в эти регионы. Отмечу также знаковые события, такие как восстановление после пандемии ковида авиарейсов между Владивостоком и Пхеньяном, а также запуск прямого авиасообщения между столицами России и Корейской Народно-Демократической Республики. Полет по этому маршруту состоялся в конце июля, а месяцем ранее возобновилось курсирование беспересадочных вагонов между Москвой и Пхеньяном. Уверен, эти решения послужат дальнейшему сближению наших стран, установлению более прочных связей. Конечно, особо значимая тема как для Дальнего Востока, так и для всей нашей страны, для всего евразийского континента – это развитие трансарктического транспортного коридора. Он пролегает от Санкт-Петербурга через Мурманск, Архангельск и Северный морской путь во Владивосток. Мы видим, что заинтересованность в этом маршруте растет, как со стороны российских компаний, работающих в Арктике, так и со стороны иностранных перевозчиков. Причем речь идет не только о единичных, разовых транзитах, а о формировании устойчивой грузовой базы.
Мы будем развивать трансарктический коридор. Вот мы все время говорим про Северный морской путь, но если вы обратили внимание, я сказал и говорю про трансарктический коридор, потому что мы пришли к выводу, что нужно, конечно, оперировать вот соображениями большего масштаба, и нужно, чтобы вот эта артерия действовала как бы в комплексе со всеми прилегающими к Северному морскому пути территориями и с их возможностями. Ну так вот, это комплексная система, которая должна объединить морской, железнодорожный, автомобильный виды транспорта. Она позволит использовать потенциал наших крупнейших рек, таких как Обь, Енисей и Лена. Все должно работать в единой системе. Нам предстоит не только прокладывать надежные, безопасные морские маршруты в Арктике, выходить на круглосуточную работу трансарктического коридора. Впереди и работа, что называется, на берегу. Имею в виду развитие связи и навигации, систем обслуживания судов и аварийно-спасательной инфраструктуры. И, конечно, речь идет о модернизации морских портов в Арктике и на Дальнем Востоке. Кстати, буквально вчера был открыт мультимодальный комплекс «Артем» здесь, в Приморском крае. Он обрабатывает контейнеры, которые поступают как из-за рубежа, так и из регионов России, а также должен повысить эффективность северного завоза. Очень важно, чтобы подобные современные транспортно-логистические центры в нашей стране развивались, чтобы их становилось все больше и больше, чтобы доставка, обработка грузов происходила быстрее и эффективнее. И, подчеркну, именно в таких точках, в логистических комплексах важно применять передовые, в том числе беспилотные технологии. Далее. Трансарктический коридор должен работать в первую очередь в интересах отечественной экономики и наших регионов Дальнего Востока, Сибири, Арктики, учитывать кооперацию между ними и открывать новые возможности для бизнеса. И здесь подчеркну два потенциально значимых направления развития. Это создание современных центров судостроения. Они должны будут выпускать всю линейку судов для работы на маршруте. От буксировки и судов снабжения до балкеров и газовозов ледового класса, а также сверхмощных ледоколов. И второе, чтобы повысить эффективность и устойчивость трансарктического коридора, нужно открыть прямой доступ к грузам из Сибири, с Урала на морские трассы Арктики. Я прошу коллег из правительства, из морской коллегии России оценить целесообразность этих предложений и идей и дать им в этой связи по ним свои предложения. В свое время хороший импульс для экономического роста, для частной инициативы на Дальнем Востоке были передовые, новаторские для нашей страны механизмы, такие как территория опережающего развития. Напомню, что закон о ТОРах был принят в конце 2014 года, а сам механизм был запущен в следующем, 2015 году. Задача заключалась в том, чтобы у нас на Дальнем Востоке создать по-настоящему глобально конкурентоспособные условия для бизнеса. Поэтому мы разрабатывали режимы ТОРов на основе лучших практик делового и инвестиционного климата, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона. Какие льготы дает сегодня этот механизм? Ну, коллеги в основном знают, тем не менее, и для наших гостей я повторил бы. Это прежде всего пониженные тарифы страховых взносов 7,6% на 10 лет. Пониженная до нуля федеральная часть налога на прибыль сроком на 5 лет. Сниженная региональная часть этого налога в первые 5 лет она составляет от 0 до 5%, а в следующие 5 лет 10%. Льготная ставка налога на добычу полезных ископаемых. Кроме того, в ТОРах предусмотрена процедура свободной экономической таможенной, зоны, а также возмещение части затрат на инфраструктуру и льготное кредитование бизнеса. Я почему так подробно останавливаюсь на условиях ТОРа? Потому что они уникальны для бизнеса, причем не только для нашей страны, но и для многих других государств, для наших коллег и друзей из других стран. Инструмент ТОРов доказал свою эффективность, помог запустить множество инвестпроектов, системно поддержать предпринимателей, компании на самом важном этапе, в
период строительства, налаживания производства и выхода на проектные мощности. На Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития. В них работают более 300 резидентов, которые положили почти 4 триллиона рублей инвестиций и создали 95 тысяч новых рабочих мест. Уже не раз правительство принимало решение расширить границы конкретных ТОРов под новые проекты. Сейчас, с учетом накопленного успешного опыта, предлагаю сделать кардинальный шаг, а именно, что называется, бесшовно, с сохранением условий для действующих инвесторов, запустить на всей, подчеркну, на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса. И сделать это нужно с 1 января 2027 года. Речь идет о том, чтобы упростить использование инструментов поддержки предпринимателей и компаний их новых проектов. Иными словами, куда бы ни пришел инвестор, в любой дальневосточный или арктический регион, город, поселок, он везде будет иметь право на льготы. Подчеркну, при запуске единого преференциального режима будут сохранены условия для действующих инвесторов в территориях опережающего развития. Никаких беспокойств по поводу того, что что-то сейчас будет меняться на ходу, ни у кого не должно быть. В том числе речь идет о резидентах международных ТОРов. Этот инструмент предполагает еще более длинные льготы по налогу на прибыль и так называемую дедушкину оговорку. То есть, здесь в зале все знают, что это такое, тем не менее скажу еще раз, то есть неизменные условия работы на период до 15 лет, а также индивидуальный подход и сопровождение каждого инвестора, в том числе иностранных компаний. Нормативная база уже готова, и с 1 января 2026 года международные ТОРы будут работать в Забайкалье, Амурской области, Еврейской автономной области и в Хабаровском крае и Приморье. Приглашаем воспользоваться этой новой возможностью всех заинтересованных наших партнеров. Возвращаясь к единому преференциальному режиму на Дальнем Востоке, отмечу следующее. Каким будет его набор преференций, их точные параметры, сроки, отдельную направленность предстоит определить правительству вместе с коллегами в дальневосточных субъектах Федерации. Но что здесь принципиально важно, на что нужно обратить внимание? С опорой на достигнутые результаты в добывающей и обрабатывающей промышленности, на прочный инфраструктурный каркас мы должны запустить новый этап развития Дальнего Востока, формировать экономику будущего с кардинальным участием, улучшением среды для жизни в городах и поселках, с подготовкой востребованных профессиональных кадров, с высокотехнологичными проектами. В этом, собственно говоря, и суть нового этапа. Нужно сделать территорию всего Дальнего Востока именно территории, где будут развиваться высокотехнологичные проекты. И думаю, что понятно. Но все-таки такая огромная территория с небольшим населением, здесь и с большими пространствами, здесь есть чем загружать людей и осваивать эти пространства современными методами. У нас уже стартовали национальные проекты по обеспечению технологического лидерства страны. На базе каждого из них прошу правительство до конца года подготовить и утвердить соответствующую программу развития применительно к Дальнему Востоку и Арктике. Для технологического рывка необходим действительно смелый подход к регуляторике, к правовым рамкам работы бизнеса. Они должны давать зеленый свет новациям, стимулировать разработку прорывных решений и их внедрение в опытное, а затем и в серийное производство, в социальную сферу и повседневную жизнь. Так, на Сахалине уже действует экспериментальный правовой режим. Он позволяет ускоренными темпами
обкатывать беспилотные технологии. И прошу правительства создать условия для их широкого применения на землях сельхозугодий, в охране природы и природопользования, на производственных и логистических площадках. Но на таких пространствах почему беспилотие-то не развивать? Здесь нет таких угроз, какие могут складываться в густонаселенных районах страны. Да и сама жизнь требует применения таких технологий. У нас, допустим, лесные пожары возникают на расстоянии сотен километров от тех центров, с которых можно реагировать на эти пожары. Ну вот беспилотие в самый раз использовать там на этих пространствах. Ну и другие есть возможности на этих огромных территориях на применение современных технологий. Именно здесь их и нужно применять. А это требует, чтобы кадры были соответствующие. А для того, чтобы были соответствующие кадры, что нужно сделать? Нужно создать условия, чтобы люди здесь могли жить, чтобы им хотелось здесь жить. Социалку надо развивать, культуру надо развивать и так далее. Иначе кадров этих не будет, а значит и не будет тех людей, которые могли бы развивать эти технологии. Это комплексная задача. Очевидно, что такие решения будут востребованы не только на Сахалине, но и в других регионах Дальнего Востока, в том числе в Амурской области, в Забайкальском крае и на Чукотке, да и так далее. В этой связи считаю возможным распространить экспериментальный правовой режим в части беспилотных систем на все дальневосточные регионы и расширить его в первую очередь на такие направления, как использование цифровых платформ, искусственный интеллект и оборот данных. В июне на Петербургском экономическом форуме говорил о том, как важно использовать преимущества электронных маркетплейсов. В рамках экспериментального правового режима предлагаю задействовать инфраструктуру отечественных информационных платформ для государственных и муниципальных закупок в сфере образования. И еще. Дальний Восток должен стать передовым регионом цифрового развития России, особенно в сфере оборота данных. Конечно, с учетом требований по конфиденциальности и безопасности такого оборота, мы об этом все время говорим. Мы обязательно вернемся к этой теме на форуме по искусственному интеллекту, который состоится ближе к концу текущего года. Рассчитываю, что правительство подготовит предложение на этот счет. Далее. Для разработки и освоения технологий, для налаживания современных производств к 2030 году в России будет открыто не менее 100 промышленных бизнес- и технопарков с необходимыми площадками и коммуникациями. Не менее 10 таких парков предстоит создать на Дальнем Востоке и в арктических регионах страны. Уверен, их современная инфраструктура и возможности будут востребованы компаниями, которые находятся на старте своих проектов и реализуют перспективные начинания. В том числе планируют выпускать продукцию, которая призвана заместить иностранные аналоги, включая строительные материалы, медицинское оборудование, транспортную технику и так далее. Чтобы стимулировать развитие собственных, отечественных производств, нужны условия для более широкого применения так называемых офсетных контрактов, когда инвестор вкладывает в новые заводы, цеха, предприятия под гарантированные заказы от государства. В том числе важно развивать практику межрегиональных офсетных контрактов, когда производство открывается в одном субъекте Российской Федерации, а продукцию по гарантированным заказам продукция поставляется сразу в несколько регионов. Отдельный вопрос касается финансирования инновационных идей и новых технологических проектов. Тут важны усилия не только государства, но прежде всего частных инвесторов, привлечение венчурных инвестиций. Хорошим примером стал фонд «Восход», который уже поддержал около 40 компаний в робототехнике, медицине, в космических технологиях. Я прошу коллег из правительства внимательно изучить опыт этого фонда и помочь с масштабированием его работы на проекты технологического лидерства России. Обратить внимание в первую очередь. В целом считаю необходимым развивать на Дальнем Востоке прозрачную, современную, эффективную финансовую экосистему. У нас уже действует Восточная биржа, по сути, Дальневосточный фондовый центр.
Предлагаю проработать планы его дальнейшего развития, включая финансовые каналы, регуляторную базу, стимулы для размещения корпоративных акций. Уважаемые коллеги, развитие Дальнего Востока, Арктики, построение экономики будущего должны вести к повышению благополучия людей, их доходов, к структурному изменению занятости в пользу квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест. В этом логика, сквозной смысл той стратегии, которую мы реализуем в этих регионах и по всей стране. Повторю, экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. И это не пустой звук, это не популизм какой-то. В этом есть экономический смысл. За последние 10 лет средняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза. И по итогам прошлого года превысила 100 тысяч рублей в месяц в номинале. Уровень безработицы в регионе сократился с 7 до 2,4% во всех дальневосточных субъектах Федерации. Снизился уровень бедности. Да, в большинстве из них он пока выше, чем в среднем по России, и здесь есть над чем работать. Однако в целом, подчеркну, динамика хорошая, позитивная. Вот в среднем по России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3% до 7,2%. А среди дальневосточных регионов бедность ниже среднероссийского уровня в некоторых регионах, в основных. В Сахалине 5,3%, Магаданская область 5,9%, на Чукотке 4,4%. Что отмечу? Мы с вами помним, как на фоне проблем, трудностей в экономике, социальной сфере в конце прошлого года с Дальнего Востока, в конце прошлого века с Дальнего Востока начали уезжать люди. Это была действительно угрожающая тенденция, которую очень сложно было переломить. Но нам это удается. Постепенно, но удается. Приведу показательные цифры. С 2014 года за 5 лет миграционный отток на Дальнем Востоке составил 211 тысяч человек. А уже в следующие 5 лет он сократился до 109 тысяч человек. Тоже много, но все-таки сокращение почти в 2 раза. Причем в 2024 году был впервые отмечен миграционный приток. Небольшой, но все-таки 24 тысячи человек. Да, пока не так много, как я уже сказал, но сам факт изменения тенденции уже стал серьезным достижением. Что особенно важно, на Дальний Восток поехала молодежь, причем со всей страны. Начиная с 2015 года 9 лет подряд отмечается приток ребят в возрасте от 20 до 24 лет. Причем только в прошлом году он вырос в 2 с лишним раза по сравнению с предыдущим годом. О чем это говорит? О том, что здесь можно получить интересную профессию, найти хорошо оплачиваемую работу, обустроиться, решить вопросы жилья, создать семью, воспитать детей. Что именно на Дальнем Востоке создается будущее нашей страны. Молодежь это чувствует, видит и соответствующим образом реагирует. Мы продолжим развитие системы среднего и высшего образования в регионе. Будем постоянно настраивать эту систему на кадровые потребности предприятий и организаций, учитывать прогноз состояния рынка труда с развитием новых перспективных направлений экономики. Уже договорились открыть университетские кампусы в Южно-Сахалинске и Петропавловск-Камчатском, в Якутии, в Хабаровске, в Благовещенске, в Улан-Удэ и Чите. Построить вторую очередь кампуса Дальневосточного федерального университета, кампусы мирового уровня и в Арктике, и в Мурманске, и в Архангельске. Словом, будем формировать все условия для получения качественных, современных знаний и условий соответствующих. Конечно, важно поддержать не только тех, кто собирается приехать в регион, но и тех, кто родился здесь, живет, трудится, кто своими руками делает Дальний Восток, а значит и всю Россию сильнее и успешнее. Нужно добиться уверенного роста качества жизни дальневосточников и их семей. Это ключевой, важнейший вопрос, который является фундаментом для формирования экономики будущего.
по доступности жилья, состоянию городской среды, экологии, социальной сферы. В горизонте десятилетия дальневосточные регионы должны выйти на уровень выше среднероссийского. Как вы знаете, с этой целью были составлены мастер-планы для 22 дальневосточных городов и агломераций. Они включают в себя задачи экономического развития населенных пунктов, признаны сформировать современную, по-настоящему комфортную среду для жизни, с обновлением жилищно-коммунальной инфраструктуры, обустройством общественных пространств, парков, бульваров, детских и спортивных площадок, с модернизацией социальной сферы. Мастер-планы уже воплощаются в жизнь. На сегодня в их рамках уже создано более 160 объектов, в том числе набережные и детский технопарк в Комсомольске-на-Амуре, стадион в Улан-Удэ и крытый каток Находки. Проведена модернизация судоверфи, построена набережная и разбит сквер в Якутске. Завершено строительство Камчатской краевой больницы. Конечно, успешная реализация мастер-планов зависит от того, как налажено взаимодействие на местах, в том числе, насколько грамотно учитываются аспекты управления городскими агломерациями, которые охватывают сразу несколько муниципалитетов. Прошу правительство вместе с коллегами в регионах в пилотном режиме опробировать механизмы такого взаимодействия во Владивостокской городской агломерации, а затем на основе полученного опыта к 2030 году зафиксировать их в нормативном поле. До конца текущего десятилетия в рамках дальневосточных и арктических мастер-планов предстоит ввести еще более 600 объектов. Об их создании важно применять передовые решения как в проектировании, так и в строительстве. Далее, для финансирования мастер-планов мы договорились сформировать в национальных проектах специальные разделы, посвященные именно Дальнему Востоку и Арктике, а также направить на мероприятия мастер-планов 5% от расходов профильных государственных программ в социальной сфере, инфраструктуре и так далее. И я прошу Министерство финансов обратить внимание на то, что эти решения приняты. Да, там нужно поработать, внимательно посмотреть по всем этим программам, но прошу 5% сюда, безусловно, направить и решить стоящие перед регионом задачи. Кроме того, на прошлом форуме поручил выделить отдельный лимит казначейских инфраструктурных кредитов на мастер-планы городов Дальнего Востока и Арктики. До 2030 года на эти цели будет направлено 100 миллиардов рублей, прежде всего на строительство и обновление инфраструктуры. Такие проекты из регионов уже отбираются на местах и изучаются в правительстве. Подчеркну, ресурсы на них выделяются дальневосточным регионам в дополнение к действующим инструментам так называемого инфраструктурного меню. А это средства Фонда национального благосостояния, выпуск инфраструктурных облигаций, финансирование в рамках федеральных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и жилья. Все это важный вклад в развитие жилищного строительства на Дальнем Востоке, в повышение доступности жилья для семей дальневосточников. Если в 2015 году в регионе было введено 2,9 миллиона квадратных метров жилья, то в прошлом году уже 4,7 миллиона. Здесь сыграл свою роль механизм дальневосточного квартала с льготами для застройщика. Ну и, конечно, программа дальневосточной и арктической ипотеки с низкой ставкой в 2%, которая изначально охватывала молодые семьи, семьи с детьми, участников программы дальневосточный и арктический гектар. На этой ипотечной программе уже выдано более 165 тысяч кредитов. Мы продлили ее до 2030 года, распространили на участников специальной военной операции, сотрудников предприятий ОПК, врачей, а также на работников сферы образования. Но все
но к этим категориям были обращены и определенные возрастные ограничения. Здесь сделаю важное уточнение. Возможность получить ипотеку по ставке в 2% должны иметь не только учителя, но, подчеркну, все работники государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики. И прошу правительства внести соответствующие поправки в нормативную базу. Это деньги, которые даже в сегодняшних условиях вполне подъемные, прошу это сделать. Также предлагаю использовать дальневосточную и арктическую ипотеку не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья. Но именно в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома и где просто нет предложения от застройщиков. Конечно, при этом нужно будет учесть и на годы постройки, состояние домов, где приобретается жилье в ипотеку. Прошу коллег внимательно отработать эту тему. Мы уже говорили это применительно и к другим регионам. На вторичном рынке здесь, во всяком случае, точно нужно разрешать эту работу по этим льготным нормативам. Но если не строится там новое жилье, что делать? Прошу отработать, и это решение должно быть принято. Жилищный вопрос – один из ключевых для улучшения демографической ситуации. На Дальнем Востоке действуют увеличенные выплаты при рождении в семье третьего ребенка. Она составляет не 450 тысяч рублей, как по всей стране, а 1 миллион рублей. Значит, и это обосновано. Вот все это в комплексе и дает тот результат, о котором я только что говорил. Молодые люди едут сюда. Сначала такой инструмент поддержки был введен в Приморье, а затем еще в 7 регионах. И сейчас рождаемость третьих и последующих детей в семьях дальневосточников примерно на четверть выше, чем в среднем по России. Тоже показатель. Поскольку эта выплата в 1 миллион рублей направляется на погашение ипотечного кредита, считаю правильным сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех семей в регионе, которые воспитывают 3 и более детей. Подчеркну, для всех многодетных семей, независимо от возраста родителей. У нас там было ограничение 35 лет, но сейчас женщины рожают и не в 35, и в 40, и больше. Дай Бог здоровья. Чем больше у нас малышей, тем лучше. Конечно, семьи дальневосточников, семьи с детьми должны быть обеспечены социальными объектами. Поликлиники, детские сады, школы, больницы. На Дальнем Востоке, в отдаленных городах и поселках востребован подход, когда такие объекты строятся за счет бизнеса, а точнее стратегического партнера, который реализует крупные инвестпроекты, ведет масштабное производство в том или ином населенном пункте. Напомню, еще в прошлом году мы договорились создать такой удобный механизм, чтобы бизнес мог на свои средства на первом этапе строить социальные объекты, когда строит предприятие, и социальные объекты параллельно, чтобы мог строить эти объекты и передавать их региону или муниципалитету, но с возмещением своих затрат. С возмещением как? Через отчисление от будущих налогов при работающем будущем предприятии. Обращаю внимание правительства, нужно вместе с корпорацией ВЭБ России, Игорь Иванович, прошу обращаю ваше внимание на это, нужно широко запустить этот инструмент, в том числе задействовать ресурсы бюджета, предусмотренные на инвестиционные налоговые вычеты. И, конечно, активно использовать институт государственно-частного партнерства и концессий. И в этой связи рассчитываю на деятельное участие ВЭБа в дальнейшем совершенствовании механизмов концессии и ГЧП. Имею в виду создание национального стандарта и модели финансирования в этой части, в этой сфере, что должно обеспечить прозрачность и общее понимание условий партнерства государства и бизнеса в общественно значимых проектах. Механизм простой, ничего здесь сложного нет.
Ну и не такая уж будет большая нагрузка на бюджет, вполне реализуемые вещи. Уважаемые коллеги, Дальний Восток России, Азиатско-Тихоокеанский регион в целом – это территория динамичных изменений, бурного развития, и мы должны поддерживать высокие темпы позитивных перемен, улучшать инфраструктуру отечественной экономики, повышать технологичность всех сфер жизни и более эффективно использовать ресурсный, производственный, логистический, научный потенциал, которым обладают наши дальневосточные регионы и страна в целом. Для этого нужно активно пробовать, широко внедрять смелые новаторские решения в нормативно-правовой базе, в условиях работы бизнеса, в решении задач, которые определяют качество жизни людей. Нужно все это отражать и делать это своевременно. Такие подходы уже зарекомендовали себя здесь, на Дальнем Востоке, в Арктике. Мы будем и дальше их развивать, настраивать на запросы людей, на потребности бизнеса и региона, на обеспечение национальных интересов России. Конечно, в этой работе важен системный, комплексный подход, способность смотреть вперед, видеть перспективы, ставить большие цели и просчитывать планы по их достижению. Поэтому по итогам нынешнего форума прошу правительство утвердить долгосрочную стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года. Сделать это прошу в течение года. Работа здесь, на Дальнем Востоке, в Арктике, ведется большая и предстоит большая. И хочу подчеркнуть, особенно обращаясь к нашим иностранным друзьям, мы, уважаемые коллеги, открыты для всех, кто готов в этой работе участвовать. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир Владимирович. У меня сразу по следам будет небольшой вопрос. Но с будущим, ближайшим и долгосрочным Дальнего Востока все в порядке, можно сказать, выдохнуть спокойно. Вообще у нас как-то традиционно так сложилось, что в России таких два главных экономических форума. Это Дальневосточный форум, да, он как-то был всегда ориентирован на Азию, на Тихоокеанский регион, и Петербургский форум, который... ну, как мне кажется, всегда служил такой площадкой, такой небольшим был окном в Европу. И вот так-то символично, да, если посмотреть на наш главный символ, орел двуглавый, он тоже смотрит на запад и на восток. У вас была такая достаточно яркая поездка сейчас в Китай на саммит ШОС. Складывается такое впечатление, что орел начинает смотреть своими обеими головами в одну сторону, в сторону Востока. Вот мировые все таблоиды облетела фотография, где вы вместе с господином Си Цзиньпином, вместе с господином Нарендрой Моди, и вообще так символично сказали о том, что это такой новый союз слона, дракона и медведя. Вот у меня вопрос. А какое место медведь в этом союзе занимает вообще? Он кто там? Медведь, он и есть медведь. Ну, он достаточно суров, Владимир Владимирович. Ну, вы сейчас сказали про то, что наш орел куда смотрит, восток, запад, есть еще и юг. Ну хорошо, он смотрит как бы и туда, юго-восточнее, вот так назовем. Ну, мы уже обсуждали с коллегами многократно эту тему, и я говорил, что наше взаимодействие, расширение нашего взаимодействия и совместной работы с нашими друзьями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в глобальном юге, оно не связано с текущей конъюнктурой политической вообще, потому что, посмотрите, мы с председателем Си Цзиньпинем, допустим, мы начали такую совместную большую работу 20 лет назад. Это не связано с текущей конъюнктурой, это связано со взаимными национальными интересами. Наши экономики дополняют друг друга, мы соседи, у нас много общих интересов, общие подходы, общие ценности есть традиционные, хочу подчеркнуть. И
мы в России понимали, как развивается мировая экономика. А как она развивается? Да всему миру хорошо известно. Она развивается опережающими темпами. Это новые области, точки роста мировой экономики. Ну и естественным образом мы ориентируемся на это, тем более, что у нас очень добрые, добрососедские отношения с многими странами, и с Китайской Народной Республикой, и с Индией, с той же Индонезией. Обращаю внимание, как страны-то развиваются. В Индонезии уже почти 300 миллионов человек. Это какой рынок-то? Да? А есть небольшие страны, но быстро развивающиеся, такие как Малайзия, тоже Таиланд, Вьетнам, с которым у нас особые отношения на протяжении десятилетий. Но почему же нам все это не использовать? Это естественно, это не разворот куда-то, это просто ответ на объективные процессы, происходящие в мире и в мировой экономике. Но мы никогда не отказывались от сотрудничества с теми, кто хочет работать с нами, скажем, в других странах, в других азиатских странах. Но я сейчас просто не хочу никого ставить в какое-то сложное, неловкое положение. Вот, никуда не уходили с нашего рынка компании некоторых стран, которые в политическом плане, исходя из текущей ситуации, вроде как и у них есть как бы проблемы. Но они работают, никуда не ушли. И больше того, еще и хотят расширять сотрудничество. Значит, по политическим соображениям многие европейские компании ушли. Это да, с убытками для себя. Ну, мы же знаем, у нас контакты есть. Многие ждут, не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут и в любую секунду хотели бы возвратиться. Мы же ни от кого не отворачиваемся. Вот вы сказали, мы куда-то смотрим, то там никуда мы. У нас стабильная, предсказуемая и внешняя политика, и экономическая политика. Кстати говоря, на мой взгляд, это является нашим таким объективным конкурентным преимуществом, потому что эта стабильность имеет значение для бизнеса, если мы сейчас говорим о работе с бизнесом. Поэтому мы ни от кого не отворачивались, мы никого не выгоняли. Кто хочет, всегда может вернуться, ну, исходя из тех условий, которые складываются на данный момент времени. В продолжении тогда вопроса о возвращении. Вообще есть такое... Вообще-то взаимодействие между драконом и слоном, это же не я сказал, это председатель Си Цзиньпин сказал. Потом уже добавили, значит, и медведя, все. Но медведь, конечно, символ России. Но у нас, вот мы на Дальнем Востоке находимся. Самый большой тигр в мире, это, кстати, уссурийский, российский тигр. Продолжая тему возвращений, вообще в целом есть такой тренд общемировой, мне кажется, на протекционизм. Ну, то есть как будто бы замкнуться внутри, помогать развиваться бизнесу внутри страны сейчас интереснее, да, чем привлекать какие-то внешних конкурентов. Но это, опять же, мое мнение, наблюдение. Я не экономист, я еще раз хочу это уточнить. Вот вам как кажется, такая политика, которая сейчас, ну, мне кажется, в некоторых странах довольно активно себя проявляет, это во благо или все-таки нет? Это во вред. Во вред и тем, кто применяет, и во вред мировой экономике и международной торговли. Это ведет к сепаратизму региональному и страновому. Ничего здесь хорошего не будет для тех, кто пытается проводить такую политику, потому что современный мир очень взаимосвязан сильно, исходя из возможностей, исходя из развития, технологического развития, и замкнуться в какой-то собственной национальной скорлупе очень сложно и вредно, потому что это будет вести к понижению конкурентоспособности. Мы исходим из того, что мы открыты к сотрудничеству со всеми странами мира, ну, конечно, прежде всего с теми, кто хочет с нами работать, с нашими друзьями, но мы не отгораживаемся ни от кого и думаем, подавляющее большинство, если не все сидящие в этом зале со мной согласятся,
такая открытость, она выгодна всем, кто придерживается такой точки зрения и такой политики. Спасибо. Спасибо. Ну а далее я Как передаю в таких слово случаях- премьер-министру. как в таких случаях говорят, спасибо за поддержку. Спасибо за поддержку, да. Я хочу передать слово дальше премьер-министру Лаосской Народно-Демократической Республики. Прошу за трибуну господина Сацая Сипхандона подняться. Вам слово. Ваше превосходительство, Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, уважаемые гости, дамы и господа, для меня большая радость и честь участвовать на этом форуме. Я был очень рад получить приглашение от президента Путина и приехать сюда, во Владивосток. Я приехал во Владивосток впервые, и от лица правительства и народа Лаосской Народно-Демократической Республики я хотел бы выразить мою искреннюю благодарность его превосходительству президенту Путину и правительству Российской Федерации за теплый прием, оказанный мне и нашей делегации. Я также хотел бы поблагодарить за превосходную организацию 10-го Восточного экономического форума. Я абсолютно уверен, что сегодня этот форум является важной движущей силой в продвижении сотрудничества в сфере экономики, социального развития, а также культурного взаимодействия. Этот форум способствует улучшению качества жизни людей на Российском Дальнем Востоке и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наша сегодняшняя встреча наглядно демонстрирует ведущую роль России в ее стремлении к продвижению международного сотрудничества в рамках двусторонних и многосторонних форматов. Это касается и взаимодействия в политическом аспекте, экономическом, а также продвижения новых технологий и разработок. Сегодня мы находимся в крайне сложной ситуации. Изменения на мировой арене совершенно непредсказуемы. И именно сегодня, в связи с этой геополитической ситуацией, с имеющимися проблемами, которые прежде всего обоснованы именно вот такими протекционистскими мерами, которые внедряют некоторые страны, в их стремлении конкурировать и даже мешать развитию, ускоренному росту других стран. Усугубляется это и целым рядом других проблем. Это природные катастрофы, изменение климата, очень быстрое развитие современных технологий, новых технологических решений, особенно внедрение искусственного интеллекта. Мы сталкиваемся с проблемой нестабильности на энергетических и сырьевых рынках, продовольствие тоже сейчас является определенной проблемой, и мы наблюдаем кризисы и в этом направлении. Но именно все эти проблемы должны быть решены для того, чтобы обеспечить глобальный мир, процветание и стабильность на данный момент и на будущее. И для того, чтобы решить все эти проблемы, мы должны сотрудничать. Мы должны использовать имеющиеся консультационные, многосторонние и двусторонние механизмы, которые основаны на принципах взаимного уважения и соблюдения стандартов международного права. И, безусловно, это важный механизм, который зачастую требует определенных реформ для того, чтобы адекватно отражать текущую ситуацию и соответствовать ее вызовам. Тема форума этого года — это сотрудничество во имя мира и процветания. Кажется, что выбор темы наиболее актуален, учитывая текущую ситуацию. Потому что именно без мира мы не можем добиться процветания. Верное и обратное утверждение: без процветания мир никогда не будет устойчивым и продолжительным. Именно поэтому мы должны работать вместе для того, чтобы понятия процветания и мира шли рука об руку. Ваше превосходительство, дамы и господа, регион Дальнего Востока
объединяет целый ряд стран, у которых очень большой потенциал. И мы видим, что Российская Федерация выступает ключевой движущей силой для продвижения сотрудничества именно в этом регионе. Это касается и двусторонних, и многосторонних форматов. Прежде всего, это такие объединения, как БРИКС, сотрудничество между Азией и Европой, это такие форматы, как ШОС, и многие другие. Именно они способствуют продвижению сотрудничества именно в экономической сфере в этом регионе. Это те форматы, которые работают на принципах взаимного уважения и независимости своих членов. Лаос также стремится к сотрудничеству в рамках таких открытых механизмов. И мы видим, что именно в рамках такого сотрудничества мы можем найти решения для современных вызовов. Необходимо использовать международные механизмы, которые сохраняют свою актуальность для решения этих проблем. Для правительства Лаосской Народно-Демократической Республики крайне важно работать над созданием более комфортной экономической среды для привлечения инвестиций и развития торговли. Помимо прочего, мы намерены создавать и развивать специальные экономические зоны и промышленные парки по всей стране. Также мы смогли избавиться от каких-то излишних сложностей или волокиты для того, чтобы процесс привлечения прямых иностранных инвестиций был наиболее комфортным и прямолинейным. Мы также усовершенствовали закон о привлечении инвестиций. Именно этот закон предполагает целый ряд мер, которые сделают инвестиции в нашу страну более привлекательны как для внутренних инвесторов, так и международных. Мы концентрируемся на наиболее привлекательных секторах. Это сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии, геологоразведка, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность, фармацевтическая отрасль, образование, технологии, сектор услуг, конечно же, туризм, транспорт, инфраструктурные проекты, а также логистика. Также хотел бы отметить, что Лаос — это единственная страна-член АСЕАН, которая не имеет доступа к морю. Именно поэтому для нас очень важно выступать той страной, которая максимально использует свое стратегическое местоположение. Мы хотим обеспечить максимальную связанность через сухопутные маршруты и таким образом развивать логистику в регионе в целом. Наше правительство существенно инвестирует в развитие инфраструктуры, а также строительство сети высокоскоростных железных дорог по всей стране. Также мы продолжаем развивать транспортную и логистическую связанность с дружественными странами для того, чтобы стать региональным хабом для инвестиций и торговли. Туризм, безусловно, играет очень важную роль в этом отношении. Именно благодаря такой политике и мерам Лаосская Народно-Демократическая Республика смогла заслужить доверие и признание на региональных и международных площадках. Стоит отметить, что в 2024 году именно Лаос выступил председателем в АСЕАН. И именно в рамках этого председательства мы определили 9 приоритетных направлений. Все они были посвящены тему продвижению большей связанности и устойчивости региона и построены вокруг 3 основных принципов сообщества АСЕАН. Мы очень успешно провели свое председательство в АСЕАНе и остаемся привержены заявленным принципам, а именно принципу центральной роли АСЕАН. Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что АСЕАН — это сообщество, которое доказало свою приверженность миру и региональному сотрудничеству, а также всегда действует в духе взаимопомощи в соответствии с выбранным путем АСЕАНа. Именно поэтому Лаосская Народно-Демократическая Республика полагает, что укрепление АСЕАН требует продвижения экономического сотрудничества и связанности в регионе в целом. Именно поэтому мы и в дальнейшем будем стремиться к увеличению большей региональной интеграции и
связанности. Ваше превосходительство, уважаемые гости, дамы и господа, Лаосская Народно-Демократическая Республика открыта для сотрудничества со всеми странами для того, чтобы достичь целей по продвижению мира, стабильности, процветания и благополучия в регионе и на международном уровне. Именно в этом духе я хотела бы пригласить всех вас посетить Лаос для того, чтобы ознакомиться с нашей богатой культурой и красивой природой, а также открыть для себя потенциал и возможности по продвижению сотрудничества и осуществлению инвестиций в нашей стране. А также от лица правительства и народа Лаоса я желаю всяческих успехов 10-му Восточному экономическому форуму здесь, во Владивостоке. Я желаю форуму успехов, и я надеюсь, что он и в будущем будет оставаться платформой для свободного обмена идеями, сотрудничества и построения будущего, где у всех стран равные возможности. Я также хотел бы выразить искреннюю благодарность президенту Путину, а также поблагодарить его и поздравить с успешным проведением форума. Ваше превосходительство, господин президент, уважаемые гости, я желаю всем вам крепкого здоровья и успешного исполнения своих обязанностей. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое за добрые слова. Спасибо за приглашение. С удовольствием воспользуюсь. Никогда не была в Лаосе. Ну, кроме того, о чем вы сейчас рассказали, хочется, конечно, отдельно остановиться на такой удивительной вещи, как вы являетесь крупнейшим сейчас экспортером электроэнергии. У вас даже есть такое прозвище – батарейка Юго-Восточной Азии. Вообще, как у вас так это получилось быстро сделать, нарастить в таких объемах? Ну и, соответственно, может быть, и нам есть чему поучиться, тем более, что вот Владимир Владимирович говорил о том, что нам тоже нужно строить гидроэлектростанции и всячески ТЭК разливать.ขอแสดงความขอบใจต่อคำถามของพิธีกรเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าอยู่สปป.ลาวตัวจริงแท้ก็เพราะเขาก็เป็นแขนงการพัฒนาเป็นบุญประสิทธิ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของสปป.ลาว Не идет перевод. แต่ก็บ่ทันคือครับคำศัพท์ที่ท่านว่าสปป.ลาวนี่เป็นหม้อไฟของอาเซียนเนาะแต่ว่าก็บ่แม่นหมายความว่าในนั้นแต่ว่าเพราะก็มีแรงผลิตไฟฟ้าที่หลากหลายปัจจุบันนี้ก็ได้มีห้อยกว่าแห้ง Прошу прощения, у нас какие-то проблемы технические с переводом. We don't translate it. Maybe later. Окей. Окей? Владимир Владимирович, ну придется тогда мне у вас спросить. Вчера у вас была большая встреча, вы говорили о топливно-энергетическом комплексе вообще на Дальнем Востоке, о том, как важно вкладывать деньги, развивать его. У меня главный вопрос. Где будем брать деньги? Потому что средства колоссальные, объемы большие, и задачи вы поставили, ну, скажем так, довольно серьезные. Деньги всегда важная вещь, но не самое главное. Самое главное – это правильная организация работы, определение приоритетов и взаимодействие между различными структурами, которые должны решать общую задачу. И эта общая задача заключается в том, чтобы региональные власти, с одной стороны, договаривались с инвесторами, с другой, а инвесторы должны гарантировать, вот здесь вот есть коллеги наверняка, которые планируют что-то сделать, и вот эти инвесторы должны гарантировать потребление этой энергии, а значит тогда те, кто ее будут производить, должны быть уверены в том, что они, вкладывая деньги в создание энергетических мощностей и сетевого хозяйства, не проработают в холостую и тратят деньги, а потом все это подвиснет. Вот первое, что нужно сделать, это нужно организовать совместную работу, да? А потом уже искать новейшие технологии и тех инвесторов, которые готовы применять эти технологии,
да, вместе с контролирующими организациями, которые должны следить за хрупкой экосистемой Арктики и Дальнего Востока, применять эти технологии. Вот это общая задача. И тогда проблем с деньгами никаких не будет, потому что от вложенных средств наступит быстрая отдача. В конечном итоге это пойдет на пользу и бюджету, поскольку он будет получать новые налоговые вступления от эффективной, грамотно выстроенной работы новых предприятий. А что касается поддержки отраслей, я имею в виду угольную промышленность, да, у нее сейчас непростые времена. И о газе вы вчера говорили, о том, что на Дальнем Востоке, очевидно, мы столкнемся с нехваткой и нужно наращивать объемы. Вот здесь каким образом вы видите решение? Ну, именно проблем в этих отраслях и с кого вообще стоит начинать? Вы сказали про угольщиков, которые столкнулись, у которых, вы сказали, нелегкие времена. Да, они нелегкие в том смысле, что она у нас, размеры нашей угольно-добывающей промышленности большие, и конъюнктура на внешних рынках изменилась. Но мы в значительной степени должны ориентировать себя на внутренние потребности и на внутренний рынок. Первое. Второе, повторяю еще раз, у нас большое количество угля, у нас 900 лет запасы здесь вот на Дальнем Востоке, на 900 лет. Но для того, чтобы их применять эффективно, эти энергоресурсы, нам нужны современные технологии. А вот над этим нам нужно прежде всего работать. И если внутренний рынок будет потреблять, то тогда никаких сложных, нужный для нас объем, мы сможем это использовать эффективно, то тогда никаких сложностей с конъюнктурой внешнего рынка, которые оказывали бы на отрасль такое влияние, их просто не будет. Просто не будет. Мы сможем это спокойно регулировать тогда работу всех отраслей, в том числе и угледобывающей. Вот к этому мы должны стремиться, и это является одной из наших таких вот кардинальных задач. Но внешняя конъюнктура, конечно, она имеет значение. Мы должны ее учитывать, но чтобы быть более гибкими и более устойчивыми, должны опору делать на внутренний рынок. Спасибо. Ну а я приглашаю сейчас нашего следующего спикера, премьер-министр Монголии Гамбаджавын Зандан-Шатар. Вам слово. Уважаемый президент Российской Федерации, господин Путин, уважаемый премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики господин Саниксат Сипхандон, уважаемые члены Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун, уважаемые гости и делегаты, дамы и господа, позвольте приветствовать вас. Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю вас за ваше приглашение на Восточный экономический форум, который с каждым годом расширяет свою значимость и охват. Я рад поучаствовать в юбилейном 10-м Восточном экономическом форуме в качестве главы исполнительной власти Монголии. Регулярное проведение Восточного экономического форума и обсуждение на его площадке важных вопросов развития международной региональной экономики, инвестиций, инфраструктуры, энергетики и окружающей среды имеют большое значение для формирования будущих направлений развития стран, что делает форум важным механизмом диалога в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И этот форум в дальнейшем будет авторитетной площадкой для проведения дискуссий. Тема нынешнего форума «Дальний Восток. Сотрудничество во имя мира и процветания» актуальна и важна. Безусловно, убежден, что данный форум поможет определить перспективы нашего совместного с вами развития. В результате масштабных политических, социальных и экономических изменений на мировой арене складывается весьма непростая ситуация в социальной и экономической сфере жизни наших стран, связанная с ростом цен,
логистическими и финансовыми трудностями. Уверен, что регион Дальнего Востока, где проживает большинство населения мира и куда приходится треть внутреннего валового продукта мира, в будущем будет играть особо значимую роль. Поэтому у нас есть интерес к расширению торговли, экономических связей, инвестиций в этом регионе, особенно с государством Восточной и Юго-Восточной Азии. Помимо географических преимуществ, у нас есть природное богатство, молодые и квалифицированные кадры. Правительство реализует последовательную политику для использования этих ресурсов, развития инвестиций, торговли и сотрудничества, что уже дает результаты. За последние 3 года экономика Монголии выросла в среднем на 6%, внося вклад в стабильное развитие региона. Правительство продолжит работу по диверсификации экономики, укреплению макроэкономической стабильности, созданию благоприятной деловой среды и повышению открытости внешней торговли. Уважаемые дамы и господа, в эти дни мы вместе отмечаем 80-летие окончания Второй мировой войны, события, навсегда запечатлевшиеся в истории человечества, включая народы Монголии, России и Китая. Наши страны, являющиеся вечными соседями и стратегическими партнерами, продолжают углублять и развивать двусторонние и трехсторонние отношения, преодолевая все границы и одержимы целью расширения взаимовыгодного сотрудничества. 10 лет назад лидеры 3 стран подписали дорожную карту развития сотрудничества Монголии, России и Китая и определили основные направления трехстороннего взаимодействия. Несколько дней назад, а буквально 3 дня назад в Китае, прошла встреча лидеров, где обсуждались дальнейшие планы сотрудничества. Хочу подчеркнуть, что Монголия готова активно участвовать в сопряжении Степного пути, Евразийского экономического союза, инициативы «Один пояс, один путь», а также развивать и углублять реализацию программы создания экономического коридора с Россией и Китаем. И мы будем обеспечивать стабильную и плодотворную работу в сотрудничестве в этом направлении. Программа создания экономического коридора Монголии, России и Китая призвана развивать и расширять всестороннее сотрудничество в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией, Россией и Китаем, безусловно, способствует укреплению политического доверия, привлечению инвестиций и развитию региональной интеграции. В этой связи, в рамках укрепления трехстороннего сотрудничества, Монголия всегда высоко оценивала значимость и перспективу реализации 33 проектов программы экономического коридора и считает, что заложение основ взаимовыгодного сотрудничества, особенно в дорожно-транспортном секторе, способствует привлечению инвестиций со стороны международных банков и финансовых институтов. Регулярная трехсторонняя встреча по реализации этих проектов способствует также их продвижению. Также стороны достигли принципиальной договоренности по реализации крупного проекта создания газопровода через территорию Монголии. Хочу с ответственностью заявить с этой трибуны о намерении правительства Монголии оказывать всестороннюю поддержку для реализации данного мегапроекта. Мы считаем, что этот проект откроет новые экономические возможности. Этот проект принесет экологическую выгоду со стратегической значимостью и таким образом станет примерным проектом трехстороннего сотрудничества. Уважаемый Владимир Владимирович, выражаю благодарность и Алексею Борисовичу Миллеру за этот проект. Спасибо.
Кроме того, также наши стороны обсуждают обновление центрального транспортного коридора, который соединяет наши три страны, создание новых железнодорожных переходов и развитие пограничных пунктов в соответствии с международными стандартами. Все это стратегически важные и экономически выгодные проекты. Реализация этих проектов и программ, по нашему мнению, способствует расширению торговых и транспортных связей между Россией, Китаем, Азией и Европой, а также усилению регионального сотрудничества. На заседании Высшего Совета Евразийской экономической комиссии в Минске в июне этого года было подписано временное соглашение о свободной торговле между Монголией и Евразийским экономическим союзом и его членами. В рамках этого соглашения снизили тарифы на 367 видов товаров и полностью отказались от тарифных пошлин по некоторым товарам, что стало важным шагом вперед в региональной экономической интеграции. Уважаемые дамы и господа, Восточный экономический форум поможет открыть новые возможности для борьбы с кризисами на Дальнем Востоке, в Азии и Тихоокеанском регионе, активизировать региональное сотрудничество в экономике и других сферах, а также запустить важные совместные проекты и программы. Мы полностью готовы расширять сотрудничество и вместе двигать вперед развитие этого региона. За прошедшее время мы инициировали множество программ и мероприятий, направленных на укрепление интегральной интеграции. Активизация этих работ, обогащение их новым содержанием непременно служит нашим общим интересам. Желаем всем участникам Восточного экономического форума успехов, благополучия в работе и здоровья. Спасибо за внимание. Спасибо большое. У меня следом сразу будет вопрос. Господин Гамбажавын Зандан-Шатар, вы сказали о силе Сибири. Монголия принимала активное участие сейчас на встрече на саммите ШОС. Да, это была трехсторонняя встреча. Вот у меня какой вопрос. Я искала информацию, я не знаю, может быть, она уже появилась. А вы газ-то наш брать будете или это только транзитные услуги? Газопровод, которого мы в трехстороннем порядке работаем над тем, чтобы проложить этот газопровод из России через территорию Монголии в Китай. И на данный момент проведены все технико-экономические работы, в том числе исследовательские работы. И этот крупный проект, который осуществляется между нашими странами, стороны договорились принципиального согласия о прокладке данного газопровода. И хотел бы ответственно заявить о том, что мы уже готовы приступить к строительству этого работу и придаем особое значение тому, чтобы ответственно проложить этот газопровод. Сегодня при встрече с Алексеем Борисовичем тоже обсудили детальные вопросы, то, как хорошо и без каких-либо происшествий его реализовать, а также заключить трехстороннее межправительственное соглашение. И Монголия не только транзитная страна, но Монголия может и потреблять, закупать природный газ, подключить крупные города Монголии к данному газопроводу, то есть провести газификацию. Это поможет к развитию промышленности, борьбе с экологическими бедствиями, такой как смог в Улан-Баторе зимой, и принесет новые возможности экономике Монголии и в том числе станет стратегически важным природным ресурсом для того, чтобы решить насущные вопросы. И этот проект будет прокачивать ежегодно 50 миллиардов кубических метров газа. И хотел бы сказать, это, конечно, один из самых крупных проектов целого века.
И уверен, что это станет большим таким организационной работой. И хотели бы поблагодарить всех и поздравить с этим проектом. То есть берете газ? Владимир Владимирович, ну, естественно... Сейчас проводим исследовательские работы. И как раз дьявол кроется в деталях. Поэтому нам нужно еще исследовать и обсудить. Я прошу зафиксировать, господин Миллер, что я договорилась, да, только что получается так. Владимир Владимирович, ну, естественно, следующий вопрос, он логично вытекает из того, что мы обсуждаем силу Сибири. Вот меморандум подписан, много шума наделал, все как немножко выдохнули, как мне показалось. На 30 лет рассчитана договоренность. Я не видела где-то конкретную цену, ну, понятно, это, наверное, связано как-то и с коммерческой тайной, но, по крайней мере, говорят, что ниже европейских эти цены будут. Вот была такая шутка в советское время, да, что мы отдаем нефть по дружбе в Европу. Как вы считаете, мы вот силу нашей Сибири не будем Китаю отдавать? Это взаимовыгодный проект. Что касается цен, то они носят рыночный характер, и рассчитываются по фактически такой же формуле, как и рассчитывались при поставках в Европу. Формула одна и та же. Но там составляющие этой формулы цены на различные продукты, из которых и складывается цена на газ, они просто разные в разных регионах мира, эти цены. В Европе это одни цены, в Азии другие, а формула определения цены одна и та же. Она абсолютно рыночная. И это были долгие переговоры. И всегда, когда между собой общаются и стараются найти какое-то решение участники экономической деятельности, а здесь вот подавляющее большинство таких людей в зале находится, все прекрасно понимают, это непростой процесс, но все стремятся к достижению результата, в котором заинтересованы обе договаривающиеся стороны. Такой результат в ходе совместной многолетней работы между «Газпромом» и его китайскими партнерами достигнут. Я могу только еще раз всех поздравить. Это один из крупнейших, действительно, один из крупнейших энергетических проектов в мире. Спасибо. Но раз уж мы все равно подошли к энергетическим проектам, я все-таки хочу услышать историю о том, как удалось совершить Лаосу такой рывок, я имею в виду, как вы стали главной батарейкой. Поэтому я еще раз, я так понимаю, у нас технические неполадки сейчас устранены. Господин Сонсай Сипхандон, расскажите, в чем секрет вашего вот этого энергетического рывка, как у вас получилось добиться таких больших результатов, почему все к вашей батарейке хотят подключиться? Большое спасибо за ваш вопрос. Это очень важный вопрос. Мы полагаем, что электроэнергия – это для нас приоритетное направление, равно как и нефть и природный газ. Дело в том, что мы страна, которая на 100% закупает и нефть, и газ. Поэтому электроэнергия – это вещь важная, но это еще и зеленый вид энергии. И наше правительство поощряет более широкое использование электроэнергии. Развитие гидроэнергетики нами рассматривается также в качестве приоритета, поскольку мы располагаем обильными водными ресурсами. У нас много рек на территории страны. Все это позволяет нам строить большое количество гидроэлектростанций. 95% энергии, которую мы производим, это продукция гидроэнергетики. Совокупная мощность превышает 12 миллионов мегаватт, и мы планируем увеличить это значение до 30
миллионов мегаватт. Но с учетом процессов изменения климата и других стихийных бедствий, задача для нас становится более сложной, особенно в период дождей и в период засухи. Поэтому мы прибегаем к другим альтернативным источникам энергии. В частности, мы используем ветровую энергию, энергию солнца. И мы благодарим господина президента Путина поскольку наш президент посещал Россию в конце июля текущего года, и шла речь о мирном использовании атомной энергии в ходе переговоров. Также шла речь об использовании продуктов атомной энергетики в медицине. Мы говорили о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. Я уверен, что сотрудничество с Российской Федерацией позволит развивать наш сектор энергетики, и он будет развиваться стабильнее. Более того, мы обеспечим стабильность выработки и потребления энергии. Мы, конечно, не можем говорить за всю Азию, но с учетом приоритетов нашего развития мы делаем акцент на развитии технологий и науки. Мы формируем сеть центров метаданных для того, чтобы развивать сектор информационных технологий, а для всего этого нужна энергия. Поэтому мы отдаем приоритет удовлетворению внутреннего спроса на энергию и потом уже занимаемся экспортом энергии в соседние страны. Мы развиваем сеть электропередач с тем, чтобы охватить большее количество стран Азии. Ранее мы экспортировали электроэнергию во Вьетнам, в Камбоджу, в Таиланд. Мы экспортировали электроэнергию в Сингапур, в Малайзию. И сейчас мы выходим на второй этап реализации всех этих проектов. Да, это все приоритетные направления для нас, но, еще раз повторюсь, энергетика должна обеспечивать наше собственное внутреннее потребление и также удовлетворять потребности соседних стран в случае экспорта этой электроэнергии туда. Существует весьма хорошие перспективы для нашего сектора, я их только что описал. Благодарю вас. Мы обсуждаем же сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и вы возвращаете меня все время к сотрудничеству, скажем, с нашими друзьями, союзниками в Китайской Народной Республике. Мы про Индию еще не говорили, там тоже много планов. Но к Азиатско-Тихоокеанскому региону относятся, скажем, и Соединенные Штаты. И там очень много есть заинтересантов, которые хотят возобновить или начать новую работу с нами. Вот мы говорим об Азиатско-Тихоокеанском регионе. У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске. Причем там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, гораздо более эффективными, которые являются, чем те, которые располагают наши американские некоторые партнеры. И они это знают, и на уровне участников экономической деятельности компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит. Мы тоже готовы. Но если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению. И в Арктике можем совместно работать. Кстати говоря, мы с китайскими друзьями тоже обсуждали возможность работы в трехстороннем формате на некоторых наших арктических месторождениях уже сейчас. И это, в принципе, все эти возможные варианты обсуждаются, они на столе. Но это нужно только политическое решение. Но это возможно, причем тоже взаимовыгодное было бы сотрудничество. Владимир Владимирович, и в области газа, и в области нефти. А как вам кажется, что палки в колеса ставят сейчас, чтобы быстрее к этому не приступить? Это не ко мне вопрос. Понятно. Мы никаких палок, ничего не вставляем ни в какие колеса. Понятно. Тогда я... Вот вы сказали, вы же вначале спросили про нашего орла, который является одним из наших символов, да?
значит, он смотрит в одну сторону и в другую. Но вы посмотрите на этого орла сейчас. Мы что, разве от кого-то отвернулись, что ли? Нет, мы ни от кого не отворачивались. Он как смотрит в две стороны, так и смотрел. Благодарю. Ну и, наконец, я хочу передать слово члену Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместителю председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуну. Прошу вас. Уважаемый президент Путин, уважаемый премьер-министр Лаоса господин Сон Сай, уважаемый премьер-министр Монголии господин Зандашатра, уважаемые дамы и господа, друзья, очень рад встретиться с вами во Владивостоке, жемчужине российского Дальнего Востока, на 10-м Восточном экономическом форуме. В этом году Восточный экономический форум отмечает свой 10-летний юбилей. 10 лет назад по инициативе господина президента Путина и благодаря вашей личной поддержке здесь началась славная история форума. Благодаря проделанной за десятилетия кропотливой работе, форум уже стал важной площадкой для налаживания сотрудничества на Дальнем Востоке и содействия региональному развитию. Форум придает огромный импульс освоению потенциала Дальнего Востока России и развитию экономики Северо-Восточной Азии. Прошедшее десятилетие освидетельствовало не только о развитии форума, но и о серьезных достижениях и прорывах в истории китайско-российских отношений. Под стратегическим руководством председателя Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина неуклонно углубляется политические взаимодоверие, непрерывно укрепляется многоплановое сотрудничество между Китаем и Россией. Всеобъемлющий характер, широкий охват и высокие качества двустороннего сотрудничества как раз и подтверждает интенсивность региональных связей и взаимодействия. В этой связи хочу отметить высокую динамику сотрудничества в рамках формата Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России, благодаря личному вниманию и усилиям глав государств. Многие годы подряд Китай сохраняет за собой статус крупнейшего торгового партнера и внешнего инвестора для Дальнего Востока России. За 2024 год торговля в рамках формата Северо-Восток Китая и Дальний Восток России составил 105,8 миллиарда долларов США, занимает 43% общего двустороннего товарооборота, играет важную авангардную роль в китайско-российской торговле. Дамы и господа, друзья, текущий год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне. 80 лет тому назад перед лицом злобных фашистских сил Китай, Советский Союз и другие миролюбивые страны и народы твердо стояли на страже исторической правды и справедливости, дали решительный отпор. Китай и Советский Союз, как главные военные театры Второй мировой войны в Азии и Европе, наши страны понесли огромные жертвы и внесли исторический вклад в победу в мировой антифашистской войне.
В мае и сентябре этого года председатель Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин приняли участие в юбилейных торжествах по случаю победы в мировой антифашистской войне в Москве и Пекине. Выступили с позиции по защите итогов Второй мировой войны и международной справедливости, чтобы призвать весь мир помнить историю и открывать будущее. Дамы и господа, друзья, сегодня ускоряются колоссальные перемены в мире. Не утихают глобальные вызовы. Все актуальнее становится дефицит глобального управления. Много вопросов не ограничиваются внутренними делами какой-то страны и не могут решаться одной страной. Несколько дней назад председатель Китая Си Цзиньпин на встрече в формате ШОС+, выдвинул инициативу по глобальному управлению, которая концентрирует внимание на эпохальной тематике о том, какую систему глобального управления формировать и как реформировать и совершенствовать глобальное управление. Это служит версией Китая по эффективному реагированию на глобальные вызовы и углублению глобального сотрудничества, является ответом на ожидания разных сторон и демонстрирует ответственность крупной страны и желание формировать сообщество единой судьбы человечества. Китай и Россия – влиятельные державы и конструктивные силы, поддержку глобальной стратегической стабильности и совершенствования глобального управления. Мы готовы полноценно выявлять преимущества соседних стран, наращивать тесное и консолидированное сотрудничество со всеми странами региона, включая Россию, в духе совместных консультаций, строительства и совместного использования, сообща двигаться к светлому будущему мирного развития и взаимовыгодного сотрудничества. В связи с этим хотел бы высказать следующее мнение. Первое. Мир и стабильность содействуют развитию. Мирная, стабильная и процветающая Северо-Восточная Азия соответствует общим интересам всех сторон региона и является общим чаянием народов. Китай издревле придерживается курса дружелюбия, отстаивает курс на установление добрососедских, партнерских отношений с сопредельными странами, поддерживает страны региона в выборе пути развития в соответствии с национальными реалиями. Мы готовы углублять политические взаимодоверие и сопряжение интересов, вместе обеспечивать региональную стабильность и реагировать на общие риски и вызовы. Второе. Открытость и толерантность способствуют процветанию. Как древняя китайская мудрость гласит, открытость ведет к прогрессу, а изоляция — к отставанию. В условиях современной глобализации ни одна страна не растет в одиночку. Мы поддерживаем открытую, прозрачную, инклюзивную и недискриминационную многостороннюю торговую систему. Выступаем за создание региональной экономики открытого типа, раскрытие потенциала природных условий и географического преимущества стран мира. Мы готовы на основе совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования укреплять сотрудничество в сфере цепочек производства и поставок, устранять протекционизм, содействовать свободному движению капитала, рынка и технологий в целях осуществления экономической интеграции в регионе. Третье. Взаимный обмен и заимствование способствует цементированию общего понимания. Душевное сближение между народами является фундаментом дружеских отношений между нашими странами. Наши страны связаны общими горами и реками. Наша культура влияет друг на друга. Наши народы поддерживают тесные связи, а наша традиционная дружба уходит корнями в прошлое. Необходимо продолжать нашу дружескую историю, углублять взаимный обмен и обучение, наращивать сотрудничество в сфере туризма, образования, молодежи, культуры, искусства,
постоянно облегчать взаимные поездки людей в целях углубления добрососедства и дружбы. Дамы и господа, друзья, китайская мудрость гласит, когда объединяются усилия всех, победа уже неизбежна. Мир и процветание в нашем регионе неотделимы от усилий всех сторон. Китай готов открывать свою дверь, чтобы поделиться новыми возможностями развития со всеми странами мира на основе новых результатов китайской модернизации и более высокого уровня открытости Китая, готовы со всеми вместе углублять добрососедство и дружбу, укреплять взаимовыгодное сотрудничество в интересах взаимного использования плодов развития всех стран в регионе во имя нашего прекрасного общего будущего. Желаю всем участникам плодотворной работы. Спасибо за внимание. Большое спасибо. И сразу по следам выступления хочется поговорить о вчерашней вашей встрече. Она была посвящена тому, что Россия зеркально тоже будет отменять визы, да, в Китай. Мы об этом говорили, и вы говорили в Китае, то, что Китай отменяет визы. У меня сразу вот какой вопрос возникает. Вообще вся эта туристическая история, она, конечно, во благо и экономикам, и культурному содружеству, да, наших стран. Но у меня вот главный вопрос расчетов, Владимир Владимирович. Вот смотрите, я, например, вот как турист хочу поехать в Китай. Ну, визы нет, MasterCard у нас заблокированы. UnionPay, я делала подобную карту, наверное, там 3 года назад, она сейчас не работает. То есть очень мало банков, которые сегодня реально могут эту карту сделать, и они там рублевые, то есть это рублевый расчет. То есть один только вариант – брать наличные, менять, ну, либо каким-то образом более креативно подходить. Крипту я, к сожалению, еще не освоила. Как вам кажется, есть ли какие-то предпосылки к тому, чтобы вот эти системы расчетов между нашими странами сделать понятнее, доступнее? И у меня такой же вопрос, соответственно, к господину Ли Хунчжуну. Прежде всего хочу сказать, что решение политического руководства, это, конечно, принималось решение на политическом уровне, политического руководства Китая о безвизовом въезде граждан Российской Федерации на территорию Китайской Народной Республики. Для нас было неожиданным. Мы об этом раньше ничего не знали. Но тем более было это приятно. И, конечно, это знак дружбы, который мы высоко ценим. И, безусловно, это будет способствовать достаточно резкому увеличению и взаимных поездок, и созданию более благоприятных условий для бизнеса, ну и, конечно, сближению двух стран. Это очевидная вещь, просто очевидная. Потому что для того, чтобы поехать в любую страну, в том числе и Китай, мы же понимаем, рядовому человеку что нужно сделать? Пойти в одну инстанцию, в другую инстанцию, принести документы и так далее. А теперь сел на самолет и полетел, правильно? И все, и никакой бюрократии. Вот. Это, безусловно, будет способствовать сближению двух стран. Ну и, разумеется, мы ответим зеркально на этот жест дружбы и сделаем то же самое. Что касается туристических поездок, да, система расчетов требует дополнительного совершенствования. Мы занимаемся этим, так сказать, напряженно. Работают финансовые учреждения, причем самого высокого уровня и на коммерческой основе. Я сейчас не хочу особенно комментировать, потому что не хочу создавать своими комментариями каких-то сложностей для будущих решений. Это же связано это еще и с необходимостью соблюсти интересы финансовых учреждений, которые находятся под определенным санкционным давлением. Но решение, конечно, есть. Мы прекрасно понимаем, что нужно добиваться того, чтобы для граждан, совершающих туристические поездки, было
меньше сложностей. Есть, конечно, возможность использования нашей карты МИР, это само собой разумеется, китайских инструментов подобного рода. Можно объединять эти инструменты, можно пользоваться картами третьих стран. Уверяю вас, центральные банки с обеих сторон думают над этим. А сейчас только на одной из рабочих встреч в ходе визита нашей делегации в Китайскую Народную Республику руководители финансовых учреждений между собой в моем присутствии, в присутствии председателя Си Цзиньпиня, эти вопросы все обсуждали. Они находятся в диалоге, в дискуссии друг с другом, и уверен, решения будут. Ну что, ждем. Господин Ли Хунчжун, с китайской стороны хочется какой-то комментарий услышать по поводу расчетов. Спасибо за ваш вопрос. Китайское правительство вводит безвизовый режим для граждан России. Это важные итоги и договоренности между нашими главами государств. Это важный знак углубленного, широкомасштабного развития китайско-российских отношений. Я только что очень внимательно выслушал ответ президента Путина. Я считаю, ответ президента Путина очень профессиональный и задает нам ориентир для дальнейшего развития. Только что президент Путин тоже... Я тоже не буду вдаваться в подробности, но я считаю, что как только наши страны тщательно работать вместе, мы обязательно будем обязательно устранять трудности, технические вопросы по поводу расчета. И поэтому мы уверены в достижении нашей цели. Например, обращение китайских валют, а также расчет. Конечно, в Китае сейчас мы мало используем наличные. Мы просто используем телефон для платежей. И поэтому сейчас для вора тоже трудно для вора, поскольку мы не используем наличные. Это только способ платежа. Когда я приехал во Владивосток, у меня тоже хорошее впечатление, поскольку я здесь и тоже использовал телефон, как в Пекине. Это значит, что у нас уже очень хорошее сопряжение в области телекоммуникаций, но на следующем этапе нам нужно работать над финансовыми коммуникациями. Я считаю, что под нашими совместными усилиями мы обязательно достигнем этой цели. Только что я сказал про китайско-российское сотрудничество. Я упомянул, что нам нужно достичь свободного передвижения и капитала, и рынка, и людей. И я уверен, что мы обязательно решим эту проблему, этот вопрос. Благодарю вас за ответ. Ну что ж, видимо, для меня надежда только, Алексей Ильич, на ваши QR-коды. Других вариантов нет. Но я хотела бы тогда перейти от такой хорошей дружеской повестки к не совсем дружеской повестке, перенестись в другую часть планеты. Вы очень много, в принципе, ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции в Китае, которая была буквально накануне. Я имею в виду украинский кризис и все, что касается взаимоотношений с Америкой, все, что происходит в зоне военной спецоперации. Вот в Париже буквально накануне, это было вчера, завершилось очередное заседание коалиции желающих.
Там, в принципе, по финалу каких-то таких конкретных решений, ну, лично я не увидела, да, пока это только разговор о том, что будет размещен военный контингент на территории Украины, да, но вот Дональд Трамп сказал, что вам позвонит. Первый вопрос: звонил или еще нет? И второй вопрос у меня: как вы относитесь вот к тому, что какие решения предлагает та страна? У нас с президентом Трампом открытый диалог, и есть договоренность о том, что при необходимости мы можем друг другу звонить, связываться, разговаривать. Он знает, что я открыт к этим разговорам, и он тоже, я об этом знаю. Но пока по результатам вот этих консультаций в Европе у нас разговоров не было. Ну и, собственно, мне сложновато было это делать. Я только что из Китая приехал, я здесь нахожусь. Ну, здесь никаких проблем для коммуникации у нас нет. Первое. Второе, что касается возможных контингентов воинских на Украине. Но это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. А если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины. Вот и все. Потому что если эти договоренности будут достигнуты, никто, пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме. И мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины. И повторю еще раз, безусловно, Россия будет договоренности исполнять. Но, во всяком случае, с нами вот на серьезном уровне пока это никто не обсуждал. Это все. Значит, ждем, время покажет, как говорится. Следующий вопрос, он касается мирного урегулирования. Тоже вы накануне отвечали о том, что, в принципе, вы видите в этом потенциал и даже пригласили Владимира Зеленского в Москву, но МИД официально украинский отказал. Я так понимаю, что, ну, может быть, я неправильно понимаю, то есть в ближайшее время мы не можем говорить ни о каких шагах к мирному урегулированию? Ну, все-таки я попросил бы вас поближе быть к тематике Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, но я понимаю, что без решения вот таких острых проблем и сотрудничества в целом, оно имеет обременение. Поэтому вопросы законные, но что могу сказать? Первое. Ведь совсем недавно руководство киевского режима, так, мягко говоря, нелестно о нас отзывалось и исключало всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим, они об этих контактах просят. Во всяком случае, предлагают. Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам. Но вот на той пресс-конференции в Пекине, о которой вы упомянули, я сказал, что смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам. Даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, есть юридико-технические трудности, которые заключаются в том, что любые договоренности по территориям должны быть подтверждены в соответствии с Конституцией Украины на референдуме. Для того, чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение. В условиях военного положения он не проводится. Если будет отменено военное положение, нужно тут же проводить выборы президента. После того, как будет проведен референдум, если он будет проведен, вне зависимости от результатов, нужно заручиться решением Конституционного суда,
А Конституционный суд не работает, потому что после запросов, так я понимаю, в Конституционный суд о легитимности действующей власти, суд уклонился от этих решений, и глава режима просто приказал охране не пускать председателя Конституционного суда на рабочее место. Вот такая демократия там. А председатель Верховного суда просто сидит в тюрьме по коррупционным обвинениям, что хорошо известно, на Украине хватает этой коррупции, но почему нужно было именно председателя Верховного суда в тюрягу засадить, не очень понятно. Но хотя понятно, что там дело дошло до уничтожения судебной системы как таковой. Это еще один из ярких признаков демократичности сегодняшней украинской власти. Поэтому вот этот бесконечный процесс, он в никуда. Но тем не менее, мы сказали, что мы готовы ко встречам на высшем уровне. Послушайте, украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал, готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная. Но если нам говорят, мы хотим с вами встречи, но вы поезжаете туда-то на эту встречу. Но мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес. Повторяю еще раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого – столица Российской Федерации, город-герой Москва. Владимир Владимирович, спасибо за ответ. Я не знаю, можно еще один вопрос я задам? И потом точно про Дальний Восток будем говорить. Я хотела бы вернуться к теме первопричин спецоперации, да, и буквально, опять же, на той же пресс-конференции вы говорили о том, что вообще не видите никаких препятствий или проблем вступления в ЕС Украины, да. При этом в этот же день вышло заявление бывшего президента Украины Януковича, да, он тогда поддерживался, мы были в дружеских отношениях, и я так поняла, что он тоже как-то всегда говорил о том, что хотел, и смотрел в сторону Запада. Я, может быть, как-то не так это поняла, то есть вы говорили про одно и то же или все-таки нет? Ну, я не знаю, как вы поняли, я сейчас расскажу, как на самом деле все складывается. А складывается следующим образом. Да, действительно, Украина ставила перед собой задачу и сейчас ставит вступление в ЕС. И, повторяю, это законный выбор Украины, как выстраивать свои международные связи, как обеспечивать свои интересы в области экономики, с кем заключать союзы. Проблема для нас на тот период времени, когда президентом был Янукович, заключалась в том, что встраивание Украины в европейскую систему экономических отношений было связано для нас с некоторыми проблемами экономического характера, потому что Украина входила в зону свободной торговли. У нас были открытые таможенные границы, и для нас это имело последствия определенные. И Украина должна была сопоставить, положить на чаши весов, что она теряла в контактах с нами, прямо в прямом выражении, в денежном, так, и в кооперационном, и что она приобретала там. Над этим и задумался президент Янукович. Он посчитал и прослезился, потому что открытие рынков для конкурентоспособной, высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией. В этом была проблема. Он не отказывался, насколько я помню, от вступления в ЕС. Наоборот, хотел этого. Я уже не знаю, что он сейчас сказал, но я точно знаю, что он этого хотел и стремился к этому, но на приемлемых для Украины условиях. И нас это никак не касалось, только с той точки зрения, что затрагивало наши интересы при кооперационных связях. А так, пожалуйста, мы никогда не возражали против каких-то интеграционных начал в политике Украины на европейском направлении. Что касается вопросов безопасности, это другое дело. Вот тот же президент Янукович и представитель правительства Украины тогда, они были против втягивания Украины в НАТО, а это
вопрос, который нас напрямую касался и касается с точки зрения обеспечения долгосрочных интересов России в области безопасности. Что сделали? В результате госпереворота устранили Януковича от власти. Устранили человека, который был против вступления Украины в НАТО. И открыли с помощью нового, приведенного в результате кровавого переворота в Киеве, к власти привели те силы, которые были за вступление и сейчас продолжают уповать на вступление Украины в НАТО. Вот это нас совершенно не устраивает. Даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, но без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются, потому что есть общее правило, выраженное и записанное в европейские документы. Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой. Благодарю вас. Россия, тем более Дальний Восток, про богатство сейчас поговорим, они, естественно, обладают огромными ресурсными богатствами. Это касается в том числе и рыбных ресурсов. Да? Я вот на такую статистику любопытную наткнулась, просто хочу с вами поделиться. Смотрите, вот если верить цифрам, в 2024 году экспорт краба из России в Китай достиг исторического рекорда. Это почти 41 с лишним тысяча тонн. Для сравнения, поставки российского краба на внутренний рынок за тот же период составили около 8 тысяч тонн. То есть какой-то у нас такой крабовый парадокс получается. Да? Вот реально краб ходит боком, и мимо нас он идет в сторону Кореи, Японии и Китая. Как вам кажется, достаточно ли вообще в стране портов перерабатывающих мощностей, чтобы вот его не просто вылавливать, да, и продавать куда-то, на аукционы вывозить, а действительно зарабатывать на переработке и продавать на внутреннем рынке, потому что, вот, например, живой краб, да, он самый дорогой. И, насколько я знаю, живовозы все едут не в нашу сторону. Дело не в ценах, хотя это один из ключевых вопросов, но для того, чтобы улучшить или увеличить снабжение этим продуктом российские регионы, здесь нужно решать прежде всего вопрос логистикой. У нас ведь все перевозится как? Либо по железной дороге, что дорого, да? Либо на самолетах, что еще дороже. В этом же проблема. Доставка морепродуктов и рыбы, и краба отсюда, она идет в дорогие рестораны. Почему? На самолетах приходится возить. Вот если бы мы смогли наладить транспортировку и логистику, выстроить соответствующим образом, то эта бы ситуация поменяла. Но должен сказать, что в целом рыбная продукция, она здесь на Дальнем Востоке, если мне память не изменяет, 75% вылова, не только краба, а вообще морепродуктов, 75% вылова, всего вылова в Российской Федерации, а 65% это переработка. Здесь тоже происходит. Логистика на сегодняшний день самый тонкий вопрос. Будем над этим работать. Мы сейчас уделяем этому серьезное внимание и будем наращивать возможности по распределению этих продуктов морских, в том числе и краба, во все регионы Российской Федерации. Такая проблема есть, тем более, что мы по нормам Минздрава не дотягиваем пока до норм потребления морепродуктов и рыбы, где-то там, по-моему, 28 килограмм нужно на душу населения в год. А у нас где-то сейчас, где-то 23-23,5 килограмм на душу населения, на граждан России происходит. Сейчас вот мы реализуем. Поэтому здесь есть над чем поработать. Мы думаем над этим, и, надеюсь, эта проблема будет решена. Замечательно. Тогда уж, если мы с вами заикнулись про транспорт, про доступность, на Дальнем Востоке вообще внутренние перелеты, это, конечно, вот такой не вопрос комфорта, да, это вопрос выживания, потому что такие расстояния, что по-другому просто не добраться до каких-то уголков. И я хочу сначала такую маленькую историю рассказать. Вы знаете, у меня друг есть, он живет в Хабаровске. И он, значит, ему надо было по делам слетать в Владивосток, а билетов не было.
во Владивосток. Но я думаю, что все, кто здесь живет, знают, что довольно сложно поймать вот этот билет, внутренний рейс. На машине ехать, ну, не то чтобы сильно хочется, 750 километров. Вот мне тут водители сказали, что они там даже 2 покрышки дополнительно с собой берут на всякий случай. В общем, он берет билет стыковочный через Москву. То есть он летит из Хабаровска в Москву, там 4 часа проводит в аэропорту, садится на самолет и, соответственно, летит в Владивосток. Он все эти процедуры проделывает. И уже на подлете к Владивостоку из-за плохой погоды их рейс не сажают, а отправляют на запасной аэродром в Хабаровск. Ну, то есть человек летел сутки из Хабаровска в Хабаровск. Понятно, что, ну, это такая шутка, да, но она, мне кажется, очень многое объясняет. Как вам кажется, когда мы решим вообще вот этот вопрос, во-первых, со среднемагистральными самолетами? Я просто сегодня еще наткнулась на информацию о том, что государственная транспортная лизинговая компания подписала соглашение о поставке и лизинге 50 самолетов «Байкал». Я, может, что-то упустила. Я вот Юрия Петровича не вижу, здесь есть Трутнев. Мы с ним разговаривали. Он мне сказал, что никакого «Байкала» нет. То есть купили самолет, которого еще нет. Я просто немножко запуталась. Может быть, есть смысл, не знаю, на стенд Генпрокуратуры заглянуть? Ну, то есть существуют эти самолеты, Владимир Владимирович, или нет? И вообще, какие перспективы у внутренних перелетов на территории Дальнего Востока? Да, к сожалению, после того, как в советское время здесь достаточно была неплохая сеть налажена местных авиалиний, она была утрачена в 90-е годы, и в начале 2000-х тоже внимание не особо уделялось этому. Приходилось, и сейчас еще приходится, как вы сейчас вот упомянули про вашего знакомого, летать из одного региона, из одного города, даже крупного города, региона в другой через Москву, но у нас уже создана местная авиакомпания. Конечно, здесь ключевой вопрос насыщения ее транспортными средствами, среднемагистральными для небольших перелетов. Много здесь планов есть у правительства, Минторга, у предприятий наших. К сожалению, вынужден согласиться, решается это не так быстро, как бы хотелось, но вот и «Байкал», там и другие есть самолеты небольшие, которые должны прийти на смену Ан-2. Вот все-таки эта работа идет, не буду скрывать, мы так иногда ругаемся с некоторыми нашими, как говорили в свое время, ответ работниками. И они должны будут ускорить эту работу, реализацию этих планов. Планы есть, и модели конкретные есть. Они и в воздух уже подняты, и летают, и мне их показывали. Но нужно, чтобы началось их серийное производство, и чтобы они выходили на линии. Безусловно, будем все делать для того, чтобы этот процесс ускорить. То, что это проблема, и то, что она до сих пор существует, известно. Будем работать над ее решением. Сейчас не буду перечислять всех, это «Байкал», там и много других всяких самолетов. Мне их показывали и в воздухе смотрели, но нужно переходить к серийному производству. Спасибо большое. Говорили вы в своем выступлении о приросте инвестиционном, и зарубежные инвестиции показывают все-таки рост, да, и в соотношениях за последние 4 года. Вот у меня какой вопрос. Если посмотреть в целом на инвестиционный климат и на то, откуда эти зарубежные инвестиции идут, в основном это там несколько стран, да, самых крупных, и Китай в том числе. И также в своем выступлении мне показалось, что вы очень много уделили внимания технологическому прогрессу, тому, что нужно развивать наукоемкие, сложные производства. При этом все равно инвестиции в основном, это, собственно, не секрет ни для кого, идут в какие-то ресурсные истории. Да? Это добыча нефть, газ, уголь и плюс инфраструктура под них. Здесь, наверное, какой-то экологический вопрос возникает. Нет ли какого-то риска у нас вот именно застрять в этой сырьевой, да, ловушке, что нас бы видели только исключительно как инвестиционного партнера такого рода?
Нет, такой ловушки и таких угроз нету. То есть они бы были, если бы мы ничего не делали. Вы же обратили внимание на мое выступление. А там одна из главных задач, если не главная, не центральная, не ключевая, заключается в том, что мы должны придать региону в целом, сейчас мы речь ведем, да, о инвестициях в регионе, придать в целом инновационный характер. Это не проблема наших партнеров, в том, что они вкладывают в добычу минеральных ресурсов. Это наша проблема. Мы должны создать условия для развития инновационных отраслей экономики. Создать условия для того, чтобы люди, нужные для работы в этих сферах, сюда приезжали. Ну, собственно, тенденция такая уже есть, как я сказал. Чтобы мы здесь создавали соответствующую среду. И, уверяю вас, наши партнеры с удовольствием будут вкладывать в те перспективные предприятия, которые реализация планов, в отношении которых будет приносить им пользу. Только так это работает, по-другому никак. И уверен, что мы эти планы все будем реализовывать. Кстати сказать, мы с нашими друзьями, партнерами, вот сейчас мы обсуждали в Пекине эти вопросы, мы и в целом должны выстраивать нашу работу, настраивая ее на высокотехнологичные секторы экономики. Мы так и будем делать. Только в этом будущее наших экономик и наших стран. Только в этом наш общий успех. Это касается и региона Дальнего Востока. Благодарю. Хочется спросить вообще в целом про экономику. Кстати говоря, вот я на господина Миллера посмотрел. Вот мы говорим, когда о минеральных ресурсах. Это ведь тоже так примитивное понимание, что дырку просверлили, там нефть пошла, или с газом то же самое. Вот господин Михельсон сидит, он знает, что такое сжиженный природный газ. Технологии, которых он добился, в мире не существует. Это высокотехнологичная сфера. Я без всякого преувеличения говорю, это не шутка. Это не преувеличение, не гипербола какая-то. Значит, то же самое касается и в газовой сфере. У него сотрудничество у «Газпрома», да, с нашими китайскими друзьями и партнерами, оно не ограничивается только поставкой. У них так называемое стратегическое партнерство, которое заключается в том, что совместно люди работают над высокотехнологичными сферами, как в том числе и в газовой. А там есть над чем поработать. Там для того, чтобы все это было эффективно, максимально выгодно и для тех, кто поставляет, и для тех, кто покупает, там должно быть реализовано большое количество высокотехнологичных решений. И эта работа в рамках стратегического партнерства между заинтересованными компаниями, она налажена, она идет. Поэтому вопрос только в том, что нужно расширять ее на смежные сферы и на перспективные, такие как там искусственный интеллект и так далее. Конечно, мы будем это делать. А у нас договоренность с тем же самым Китаем в области авиации. Вот сейчас я перемещусь в другой город России, будем заниматься двигателестроением. Но у нас есть планы в области авиации, а авиация, кстати говоря, на Дальнем Востоке представлена неплохо. И боевая, и частично гражданская. Суперджет-100 на Дальнем Востоке же производятся. Нам есть над чем работать. Также и судостроение. Благодарю. Хочется пошутить, что не знала, как закончится и пройдет наша пленарка, поэтому залезла на сайт по поиску работы во Владивостоке. Не нашла ни одной телеведущей, кстати, среди вакансий, но так вот с любопытством изучила. Думаю, а кто действительно нужен? Какие требуются специальности сегодня здесь? В основном водители. Там, кстати, зарплаты до 400 тысяч. Менеджеры, гладильщицы. Я, Владимир Владимирович, почти не нашла айтишников. То есть даже запроса на рынке от работодателей айтишников не было. То есть там была одна вакансия разработчика, но это, мягко говоря, не густо. Если верить аналитике, которую Сбериндекс недавно предоставлял, обороты бизнеса на Дальнем Востоке, и вы об этом говорили, быстрее растут вообще среднероссийских, но в основном это все равно как-то происходит за счет организации крупных производств и за счет добычи. IT отстает. Вот как вам кажется, как эту проблему, если вдруг такой действительно запрос есть у работодателей, можно решить? То есть завозить этих айтишников, как привлекать этих высококвалифицированных специалистов в технологиях, оставаться здесь на Дальнем Востоке,
ну и, собственно, относиться к этому краю как к дому, а не как к вахте, временному месту. Я достаточно много уделил этому внимания в своем выступлении и уже сказал о том, что молодые люди едут сюда, видят перспективу, они здесь нужны, и такая тенденция есть. Но ее нужно подкрепить, эту тенденцию, со стороны государства, поддержать, сформировать новый облик экономического развития региона. Прежде всего за счет высоких технологий. И вот я не знаю, что там на сайтах вы обнаружили, но знаю точно, мне руководители компаний, которые здесь работают, говорят об этом постоянно, не хватает высококвалифицированных специалистов. На той же «Звезде» судостроении, так, где у нас никогда ничего подобного, как на «Звезде», не строилось такого крупнотоннажного флота, который мы можем строить на «Звезде», не было. Нам нужны специалисты в области авиации здесь, и, безусловно, нужно развивать все, что связано с современными технологиями, для того, чтобы не только осваивать минеральные богатства Дальнего Востока и Арктики, но и развивать, сделать этот регион частью высокотехнологичного производства в России в целом. И именно на это вот мы и настраиваемся. Именно это и будет новым этапом развития региона. Владимир Владимирович, ну вот следом вот эта вот история с какими-то сумасшедшими просто зарплатами у рабочих профессий, да, я имею в виду там водитель 400 тысяч, там, сварщик 500 тысяч, вот это другая сторона медали, скажем так. А каким образом, как вам кажется, может и должна решаться? И нормально ли, что они такие деньги хотят сейчас? Мне кажется, что чем больше люди получают, тем лучше. Тут поддерживаю. Это имеет значение. Я же сказал, что это экономическая категория. Потому что если больше зарплата, больше человек покупает. Больше покупает, значит, востребовано на рынке нашей продукции больше, потому что люди, как правило, стараются приобрести продукты, произведенные на наших предприятиях и так далее. То есть это фактор тоже экономического характера и позитивный фактор. Ну, кроме того, что еще люди жить лучше начинают. Благодарю. Ну, естественно, если мы говорим о зарплатах, то очень хочется поговорить в целом о том, что происходит с российской экономикой. Много звучало на полях форума заявлений и от Германа. Я здесь не один. Да, я понимаю, Владимир Владимирович, но видите, у меня столько к вам вопросов, я обязательно гостям нашим тоже их задам, но вот сейчас все-таки чуть-чуть хочу остановиться как раз на том, что происходит с экономикой. Вот Герман Греф говорил о том, что констатирует техническую стагнацию российской экономики. Вы вообще с этим согласны? Нет. Так, Герман Оскарович, ну, пока так. Он знает, мы с ним в постоянном контакте. Хорошо. Он участник всех наших, многих совещаний, которые проводятся, в том числе и у меня, с правительством, с Центральным банком. Это такое вот, и у некоторых членов правительства такое же мнение, так, связано с тем, что Центральный банк зажимает, держит высокую ставку, а держит он для того, чтобы побороть инфляцию. Вы сами жаловались на цены в магазинах. Вот цель такая, чтобы не только в магазинах, но и среди участников экономической деятельности цены припали, чтобы они не росли. Можно говорить о чем угодно. Да. Я сейчас не хочу давать оценок. У меня есть свое мнение, разумеется. Сейчас не хочу давать оценок ни работе Центрального банка. Кстати говоря, значит, в международном финансовом сообществе Центральный банк у нас высоко котируется, уверяю вас. Я знаю об этом, не понаслышке. Вот, но мы же целенаправленно это специально делаем. У нас 4,3% роста ВВП был в позапрошлом году, в прошлом 4,4%. Инфляция подросла. Нам нужно решать проблемы макроэкономического характера. А для этого нужно обеспечить такую мягкую, спокойную посадку экономики, чтобы обеспечить макроэкономические показатели, затормозить рост цен. Да, я знаю прекрасно, мы же каждый день общаемся. Вчера только об этом говорили. Значит, некоторые считают, что уже переохлаждение какое-то наступило. Но кредитование-то не остановилось. Грефа спросите, остановилось кредитование или нет? Ну, нет. Темпы снизились. Знаю, в некоторых отраслях там ситуация
непростая. И здесь сидящие люди это тоже прекрасно понимают. Значит, но все также понимают, что если инфляция будет захлестывать экономику, ничего хорошего не будет, потому что невозможно ничего прогнозировать даже на 10 дней, не то что на годы вперед. Вот это тонкий вопрос. Банки, вот спросите руководителя ВТБ, он тоже вам скажет, что да, там перегибают чего-то, уже переморозили и так далее. Но Андрей Леонидович часто жалуется на ставку ключевую. Да, и у нас Министерство экономического развития тоже вам будет то же самое говорить. Ну, и каждый по-своему прав. Я уверен, что в конечном итоге нам удастся решить вопросы и с поддержанием необходимых темпов экономического роста, но и с минимальным уровнем инфляции. Вот, мне кажется, для вот такого формата обсуждения этого достаточно. Благодарю. Обращаюсь к господину Сонсай Сипхандону. В 2021 году Лаос и Китай открыли одну из крупнейших железных дорог. Я говорю сейчас о высокоскоростной магистрали. Обсуждается теперь, что вообще она будет продлена в Таиланд. Это крупный проект, он очень сложный был, и технически очень сложный, инфраструктурно. У меня такой вопрос. Есть ли возможность вообще и какие-то шансы, перспективы связать ее с портами Дальнего Востока? Как это может ускорить, и, соответственно, это ускорит и нашу торговлю, и сотрудничество? Насколько это реально? Может быть, что-то уже обсуждалось? Что касается транспорта, мы используем современную железную дорогу. Она намного более современная по сравнению с железной дорогой, которую мы использовали много лет назад. Как я уже говорил, мы превращаемся из страны, которая не имеет выхода, к стране, которая взаимосвязана с другими странами. Мы сотрудничаем в этом отношении с Китаем. Как вы отметили, мы сотрудничаем в области железных дорог. Мы успешно реализовали этот проект. Конечно же, нам немного помешала пандемия коронавируса, но мы смогли преодолеть эти трудности в рамках нашего стратегического сотрудничества и в соответствии с инициативой соответствующей. Я полностью уверен, что есть договоренности между Россией и Китаем. Если будут договоренности между Россией, Лаосом и Китаем, то мы можем перевозить продукцию из Лаоса через Китай и на Дальний Восток, в том числе и в Россию. Железная дорога может открыть возможности для сотрудничества России, АСЕАН, Китая, АСЕАН, откроет возможности для доступа на рынок наших продуктов. Хотелось бы подчеркнуть, что это альтернативный путь, он будет более быстрый и более экологический. Наше правительство рассматривает возможность налаживания морских маршрутов в Владивосток через Китай, может быть, через Хайнань, через вьетнамский морской порт. На данный момент мы уже достигли некоторых договоренностей. Для нас это очень хорошая возможность сотрудничества с Вьетнамом. У нас нет доступа к морю, но у нас есть эта договоренность с Вьетнамом, которая позволяет нам достигнуть и Китая, и России. Что касается Монголии, мы также можем использовать подобную инфраструктуру транспортную, чтобы обмениваться продуктами.
И, конечно же, здесь есть много преимуществ для развития железной сети Лаоса, Китая. Благодарю за внимание. Владимир Владимирович, есть что, так сказать, парировать в ответ? Нет, мы это обсуждаем с нашими друзьями из Лаоса. И вчера только что тоже об этом говорили. Мы в контакте с нашими партнерами из третьих стран, в том числе из Вьетнама, и действительно обсуждаем все эти логистические возможности, говорим о том, как можно было бы это расширить. И, на мой взгляд, перспективы хорошие. А что касается железнодорожных путей здесь, во Владивостоке, я знаю, что это тоже такая, больной вопрос. То есть хочется, чтобы их было больше, чтобы они были лучше. И логистика все-таки железнодорожная большую часть занимает именно на территории Дальнего Востока. Будет ли обновление? Вы говорили об этом тоже. Они небольшую, они большую занимают часть всей инфраструктуры. Это так называемый восточный полигон, это Трансип, БАМ. Сейчас новая дорога построена туда вот, в сторону Магадана, к Охотскому морю. Это хороший очень проект, результат хороший. Будем дальше это все развивать. Я об этом говорю постоянно, коллеги об этом говорят. Это одно из ключевых направлений развития для Дальнего Востока, да и для страны в целом. Объемы перевозок многократно увеличились. Ну что об этом говорить. Но и будем вот этот трансарктический коридор развивать. То есть есть над чем работать вместе с Северным морским путем. Вот, а что касается наших друзей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, очень рассчитываю на то, что все наши усилия по развитию транспортной логистики в регионах Дальнего Востока благотворно скажутся. На это и рассчитано, на торговых, экономических отношениях с нашими партнерами, в том числе и с нашими друзьями в Лаосе. Спасибо, так что добро пожаловать, как говорится. Хочется отметить, что я во Владивостоке в первый раз. Я, конечно, под огромным впечатлением и от масштабов, и от того, какой город интересный. Он действительно очень сильно, он ухоженный, он, скажем так, интерактивный. Здесь есть что посмотреть, есть какая-то своя аутентичность. Но я отъезжала тут недалеко на экскурсию, и меня, скажем так, вот этот контраст слегка удивил, да, что все равно вот центральные краевые города, они очень здорово выглядят, они очень сильно преображаются, но, мягко скажем, вот в стороне Пивека Золотого моста мы точно не увидим. Я здесь скорее говорю о том, вот как вам кажется, как же вот сделать так, чтобы и удаленным городкам было комфортно, и чтобы там тоже была какая-то такая своя аутентичность и красота, инфраструктурная в том числе. Это же практически везде так центр города выглядит одним образом, а окраины смотрятся по-другому. Вопрос городских властей, прежде всего, региональных властей, думать о таком развитии наших населенных пунктов таким образом, чтобы людям было комфортно жить в любой его части этого города. Что касается небольших городов, то у нас целая программа есть по развитию населенных пунктов. У нас, по-моему, да и по стране в целом, у нас свыше 800 тысяч городов, свыше 800, 804, по-моему, с населением менее 50 тысяч человек. Где-то в районе 50 тысяч человек. Это такая большая программа. Что касается развития малых и средних городов России, там много направлений существует, и достаточно эффективно работающих по малым городам. Конечно, нужно расширять эти все работы. А что касается дальневосточных и арктических, у нас отдельная программа есть, которая на первом этапе касается 22 городов, выделены соответствующие ресурсы, планы развития сверстаны. Работа началась, я о некоторых результатах так вскользь упомянул, но я считаю, что это одно из ключевых направлений. Мы сейчас только с коллегами обсуждали, которые были, так сказать, и в начале пути, инициировали этот процесс. Он оказался очень востребованным и эффективным. И вот если мы говорим о необходимости придать новый импульс развитию экономики, я тоже об этом уже сказал, нам нужно привлекать в регион хорошо подготовленных специалистов, которые, конечно, нуждаются и в хороших условиях социальных,
детские сады должны быть, школы хорошие, образование хорошее, медицина. Все это в комплексе должно развиваться и в небольших городах. Повторяю, есть сейчас программа на 22 города, обеспеченная финансированием. Безусловно, будем расширять эту работу. Но вот все равно мы сейчас с вами говорим о каких-то таких историях про расходы. Я просто плавно так подхожу к дефициту бюджета. В 2025 году планировался, что он будет где-то 1,2 триллиона рублей. Летом вырос, это официальные цифры, до 3,8 триллионов. Еще только сентябрь, да, очевидно, что до конца года может что-то измениться. Ну вот я даже какие-то слышала цифры до 8 триллионов рублей. Ну, я опять же говорю, я не экономист, я не понимаю вообще, насколько это возможно и реально. Как вам кажется и как вы видите, за счет чего вот это выравнивание может произойти? Какие механизмы, в первую очередь, уже запланировано задействовать? Ну, мне не кажется, я могу сказать так, как я думаю. Я думаю так, что да, расходы растут. Это связано с планами инфраструктурного развития, в том числе и на Дальнем Востоке, потому что они требуют больших денежных ресурсов. Вот тот же самый восточный полигон, развитие БАМа, Транссиба и так далее, развитие портовой инфраструктуры, аэропортов и так далее и тому подобное. Наши расходы, связанные с образованием, со здравоохранением в стране в целом, и расходы в сфере обороны и безопасности, в том числе расходы, связанные с проведением специальной военной операции. Это все расходы. Нам, первое, нужно работать над доходной частью, и здесь есть о чем поговорить, и имея в виду, конечно, не увеличение налогового бремени, а просто повышение эффективности производства. Нужно повышать производительность труда, внедрять новейшие технологии, лучше организовывать производство. Здесь, уверяю вас, у нас есть над чем работать, и резервов не счесть числа. То есть их большие здесь возможности. Но есть и другие вещи, которые нас могут вполне успокоить, и, уверяю вас, ничего здесь страшного нет. Некоторые наши коллеги в правительстве считают, что можно и этот дефицит увеличить. Ничего страшного в этом нет. Почему? Потому что уровень нашей долговой нагрузки и внешних долгов, и внутренних долгов, он является не просто приемлемым, он является низким. А это гарантирует стабильность всей работы всей кредитно-финансовой системы и бюджетной системы в том числе. Бюджет строится на сбалансированной основе, и это непростая работа, это сложная работа, она такая нервная, если можно сказать, потому что добиваться баланса между различными отраслями экономики непростая задача. Правительство с этим справляется. Владимир Владимирович, вот я тут читала, тоже, кстати, на сессиях форума обсуждалось, что Минфин и, по-моему, Сбербанк, да, Герман Оскарович, если я правильно понимаю, в рамках бюджета вы хотите сейчас внедрять искусственный интеллект, и каким-то образом искусственный интеллект будет помогать формировать бюджет. Ну, если я правильно поняла. Владимир Владимирович, вот вы как к таким внедрениям искусственного интеллекта относитесь? Положительно. Но искусственный интеллект может быть только помощником. Во всяком случае, на данный момент, на данном уровне развития технологий в области искусственного интеллекта, на сегодняшний день эти инструменты могут быть только помощником при принятии решения и на уровне Центрального банка, и на уровне правительства Российской Федерации. Я тогда следующий пас хочу отдать господину Ли. Вот Китай добился достаточно больших успехов в области искусственного интеллекта. Сейчас он один из лидеров. Ну, по сути, наверное, две такие самые попсовые, популярные нейросетки. Это американская и, соответственно, сетка китайская. И я знаю, что очень активно, давно Китай развивает именно платформенную экономику. Да, это совершенно новый инновационный вид экономической деятельности. У нас сейчас тоже активно внедряются эти процессы. У меня вот какой вопрос. Как вообще вы вот это лидерство оцениваете и как Китай планирует, ну и что планирует делать для того, чтобы это сотрудничество искусственного интеллекта и государства продолжать дальше? Как это будет выглядеть? То есть какой план?
Спасибо вам за вопрос, уважаемый ведущий. Вы знаете, вы затронули очень важную тему. Искусственный интеллект — это способ достижения прогресса всем человечеством. Искусственный интеллект — это новая производственная сила, которая двигает нашу эволюцию, и его развивать очень важно. Все страны мира, включая и Китай, и Россию, США и другие страны, очень большое внимание уделяют развитию искусственного интеллекта и продвижению его технологий. Как говорил председатель Си Цзиньпин, в 2023 году в мире искусственный интеллект всего будет продвинуто 4 главных принципа развития искусственного интеллекта. Это всеобщая его популяризация, его дальнейшее продвижение вперед, а также наше совместное использование ресурсов человека и ресурсов машины и полноверное продвижение этих технологий в нашей жизни. Вот такие принципы были выдвинуты, и в целом вот именно примерно в 3 областях мы сейчас будем реализовывать эти направления. Это научно-технические инновации, научно-техническое развитие. Инновация — это центральный элемент развития концепции искусственного интеллекта. Повышение расчетных мощностей, вычислительных мощностей, создание нейросетей, моделей. Это связано с развитием высоких технологий, с реализацией нашего высокотехнологичного развития в целом. Это связано, конечно, и с подготовкой специалистов, с кадровой работой. Это, конечно, помогает нам готовить кадры. Мы создаем новые платформы. США, конечно, лидеры в этом направлении, но, тем не менее, Китай постоянно прилагает очень большие усилия, чтобы достичь преимущества в этой сфере. Например, искусственный интеллект, его уже уровень прогнозирования и его степень монополизации Китая в этой сфере достигает уже 60%. И мы растем в вопросе монополизации технологий искусственного интеллекта примерно в 20% в год. И это, конечно же, наше преимущество. Мы патентируем эти технологии. Это одно из ключевых направлений развития. Вторая составляющая. Мы реализуем свои подходы, рассматривая искусственный интеллект как путь развития человечества, как путь под достижение нашего благосостояния. Как говорил председатель Си Цзиньпин, выдвигал в своих речах важнейшую концепцию сообщества единой судьбы человечества. Мы исповедуем эти идеи, и в этой концепции одним из ключевых компонентов является богатое, мощное государство, продвижение всеобщего благосостояния всем слоям населения. И мы неуклонно идем по этой дороге продвижения высоких технологий. Допустим, китайская нейросеть DeepSeek. Эта модель позволяет, она уже очень известна, позволяет достичь больших результатов при использовании. Это такая передовая технология. Мы смогли качественно понизить себестоимость и тем самым преодолеть этот порог достижения больших выгод при минимальных затратах. Это, конечно же, один из путей развития искусственного интеллекта. И повышение вычислительных мощностей искусственного интеллекта. Это, конечно, нам предлагает новые возможности. Мы открыли новые, совершенно новые направления его применения. Допустим, такие технологии, как беспилотное управление, управление технологичными процессами. Его открытый код позволяет нам качественно использовать
эти технологии. Мы можем таким образом преодолеть новые высоты в нашей работе, одновременно развивая эти технологии искусственного интеллекта, одновременно их внедряя. И извлекая выгоду из использования искусственного интеллекта, мы обращаем большое внимание той среде, той обстановке, которая необходима для использования этих технологий. И это все, конечно, нацелено на повышение производства, мощностей. И сейчас уже сфера применения искусственного интеллекта в производстве также демонстрирует очень высокий рост. И ее капитализация уже достигла 700 миллиардов юаней, рост примерно 20% в год. И очень много направлений, которые могут помочь нам повышать благосостояние наших людей, развивать эти технологии повсеместно, улучшать жизнь людей по всей нашей территории, распространять эти технологии в интересах производств, предприятий. Это, конечно, нам дает новое преимущество, и это, конечно, многоаспектное комплексное использование таких технологий. Это ключевое направление развития нашей страны. Мы открыли врата использования технологий искусственного интеллекта в жизни людей, и мы также хотели бы, чтобы в России эти технологии развивались, как Владимир Владимирович, вы и наш председатель, товарищ Си Цзиньпин, уже совместно говорили. Мы должны активно использовать и площадку Дальнего Востока России, и нашу территорию для развития искусственного интеллекта в наших странах. Большое спасибо за внимание. Владимир Владимирович, я не буду спрашивать, можно ли управлять страной с помощью искусственного интеллекта, но вот у меня какой вопрос. А как вы думаете, вот можно, например, искусственному интеллекту доверить установление ключевой ставки? Да простит меня Эльвира Скипсатовна. Я уже сказал, я полагаю, уверен, что возможности искусственного интеллекта можно использовать при любых решениях, и нужно использовать при принятии любых решений во всех сферах, в том числе и в сфере ответственности Центрального банка. Но принимать решения подобного рода должен конкретный человек. Он и должен отвечать за принимаемые решения. С искусственного интеллекта ничего не спросишь. Это просто инструмент. А люди должны работать. Вот, кстати, наш китайский участник, наш друг из Китая, понимаете, у него высокий политический ранг. Он член политбюро ЦК КПК. Ну вот мы же сейчас слышали, он давал экспертные оценки. По сути, это экспертные оценки в области, достаточно такой серьезной области искусственного интеллекта. Вот люди должны принимать решения. И такие люди должны быть и в Китае, и в России, в том числе и пользоваться искусственным интеллектом, и развивать эти инструменты. Ну, надеюсь, меня не подсидит пока искусственный интеллект. Я имею в виду тех, кто занимается нашей работой. Владимир Владимирович, мы плавно движем... Почему же? Есть же нейросети, там уже есть, по-моему, и все, на мне поставлен крест. Почему же? Но человеческое-то, Владимир Владимирович, ведь уйдет, если искусственный интеллект будет задавать вам вопросы. Или будет совершенствоваться с помощью искусственного интеллекта. Спасибо. Уважаемые гости, если у кого-то есть что добавить к вопросам, которые сейчас были озвучены, мы плавно с вами приближаемся к финишу. У меня остался последний вопрос. Он скорее будет философский, Владимир Владимирович, не совсем про Дальнего Востока касающийся, но, скажем так, не совсем экономический. Я так подозреваю, нет, да? Вот какой вопрос. Вот я почему-то подумала, что
А Дальний Восток, он действительно живет в будущем, да, потому что в Москве вот сейчас 17, да, это сколько? Ну, утро еще в Москве, да, а мы с вами уже, собственно, в середине дня, точнее, уже ближется его вечер. Вообще, сегодня мир довольно странно выглядит. Все об этом много говорят, о турбулентности, о кризисах, которые безостановочно вспыхивают. И это речь не только об украинском кризисе, да, то, что происходит в Израиле с Палестиной. Но таких точек сейчас очень много. Как вам кажется, какое у России будущее в этом мире? Это первый вопрос. И второй, как вам кажется, мир вот этих ближайших десятилетий, он все-таки будет больше западный или восточный? Он будет многополярным. Спасибо. Благодарю вас. Ну, мне остается только поблагодарить за оказанное доверие, сегодня задавать вопросы. Ну и, наверное, такая маленькая финальная история будет о том, что я очень благодарна Дальнему Востоку за такой теплый прием. Но вот завтра, как уже правильно сказал Владимир Владимирович, многие из нас, а кто-то уже и сегодня, полетят все-таки на Запад. Поэтому мне все-таки как раз хочется подытожить и сказать, что вот как мы обсуждали с вами двуглавого орла, да, в самом начале, что, наверное, вот это наша уникальность и сила в том, что мы не выбираем, а смотрим и держим взгляд сразу в обе стороны. Мне кажется, это как нельзя лучше ассоциируется, собственно, с девизом форума юбилейного о сотрудничестве во имя мира и процветания. Спасибо вам большое. Я со своей стороны хочу поблагодарить всех участников, наших иностранных гостей, моих коллег, которые здесь вместе со мной сегодня работают, весь зал за совместную работу, потому что это тоже работа, и нашу очаровательную ведущую за то, что она организовала такую интересную дискуссию. Спасибо большое. Благодарю, это лучшая оценка. Спасибо большое, Владимир Владимирович.